Этот стрим посвящен телефонам. Я купил основное количество смартфонов, как я считаю, среднего и низкого ценового сегмента. Купил я их на Алиэкспрессе и, соответственно, за определенную цену. Эту цену я, конечно же, озвучу. Вы можете ее посмотреть в описании, так же, как и обзоры на этих 6 смартов. Я их сейчас назову, а потом уже будем обсуждать их совместно. Вы как раз сможете поделиться со мной своим опытом использования. Можете писать в комментариях в перспективе, можете после этого в комментариях, либо сейчас писать в сообщениях. Но самое важное, что вы должны на данный момент запомнить, что в описании к стриму есть перечень розыгрышей. Один из этих розыгрышей — это 5 Mi Band 5 серии. Разыгрываются раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А второе — это то, что есть у меня телеграм-канал взаимопомощи, там почти 5000 человек, и телеграм-канал со скидками. Как раз там я и выкладываю, когда что-то подобное появляется за те деньги, за которые я сейчас буду озвучивать, девайсы. Понятно, что потом вы приходите, видите, что они столько стоили, и слегка расстраиваетесь. Так что если вы привыкли покупать данные телефоны за полную стоимость, то, наверное, не стоит этот стрим смотреть, чтобы расстраиваться. Если вы привыкли тот же Realme X3 Zoom покупать за 24-25 тысяч рублей, если вы готовы покупать Poco за 8,5, мы сейчас сможем совершенно свободно пообщаться. Насчет того, кто кого будет рвать, давайте не будем сейчас ругаться. Этот стрим не для того, чтобы сказать, что круче всех Realme, либо то, что Xiaomi просто кирдык, если его отключат от Android, он не выживет, в отличие от Huawei. Я не собираюсь общаться на тему новостей, либо еще чего-то подобного. Я хочу по-житейски рассказать вам мои эмоции, рассказать мою оценку данных девайсов и что бы я по своему мнению купил. Я думаю, что когда это все лежит рядом, вы каждый для себя можете, во-первых, с точки зрения девайса, дизайна все это определить для себя, что симпатичнее, габаритов. То есть для меня, допустим, по габаритам Realme 7 Pro. Вот сейчас уже начнем. Самый топовый. И по экрану. Почему? Здесь 60 Гц, но здесь AMOLED. И я не уверен, что картинка вам покажет, насколько это круто, когда ты берешь AMOLED-овский экран и берешь какой-нибудь Poco с максимальной яркостью. Вот здесь максимальная яркость у нас и здесь. Давайте автоматическую уберем. Точнее, включилась автоматическая. Сейчас я включу на максимум и покажу вам, в принципе, я не уверен, что это видно, но вот здесь цвета в разы круче, чем здесь. Здесь просто блеклое изображение. Если вы в перспективе хотите себе выбирать телефон, выберите любой телефон с AMOLED-матрицей. Я не топлю ровно за Realme 7 Pro. Мне берете Realme, берете не Realme. Идете в магазин и сравниваете. И вы берете одну матрицу AMOLED, а вторую IPS. Потом вам, конечно же, как у меня в форумах правильно, очень развитые люди говорят, что AMOLED выгорает, он будет выгорать. Конечно же, Paranord 10 я скажу в конце, давайте Night Hunter, это чуть-чуть другая история, поэтому его здесь нет. Так же, как здесь нет Huawei P40 Lite, и я обязательно о нем сделаю обзор, он у меня на руках. Так вот, эти телефоны я считаю, опять же, в моем понимании бюджетными. Почему? Потому что все их можно купить до 18 тысяч рублей, кроме Realme 7 Pro. Но Realme 7 Pro является бюджетным флагманом. Опять же, где ты купишь за 24 тысячи телефон с такими характеристиками и такой, у них разница в цене в $100. Окей, я не собираюсь говорить, что Poco это хлам. Я хочу как раз сказать, что у меня есть обзор на Poco, его посмотрело 40 тысяч человек. Он не выглядит дешево, в черном цвете выглядит относительно дешево. Он не особо удобен в использовании, мне он лично не понравился. То есть чем? Тем, что я его купил за 9 тысяч, кто-то его купил за 8,5. А когда я смотрю цену в магазине в России, он 14 тысяч. А 14 тысяч это Realme 6 Pro, понимаете? То есть, 14-15. А Realme 6 Pro порвет его как тузик грелку. Если вы хотите что-то покупать наподобие супербюджетника, вот это Poco, еще раз, Poco продавался по 9 тысяч на моей памяти уже 3 раза за последние 1,5 месяца. И как бюджетник за 9 тысяч это царь и бог. Как стабильный аппарат за 12-14 это хламантин.
Потому что за 12 тысяч у меня есть обзор на канале, его сейчас нет у меня, потому что я уже продал его. Realme V3. Это 12 тысяч рублей. Realme V3. Можете потом погуглить. Идеальный игровой смарт. То есть где-то за 12 тысяч рублей купишь игровой смарт, черт его знает. По поводу, где на Realme такие цены. Тут и там вы магическим образом заходите на AliExpress. На AliExpress каждый месяц идут распродажи. Каждый. То есть, допустим, я сейчас примерно скажу, наверное, не примерно, давайте я возьму, или не брать телефон, давайте сначала по характеристикам все-таки. По поводу внешнего вида. Если брать внешний вид, большинство из вас, вот если вы возьмете в ручки, я уверен, возьмет либо Realme 7 Pro, потому что он маленький, либо вы возьмете Redmi Note 9. Почему? Потому что это массивная штука, она хорошо выглядит, несмотря на то, что крупные миллионники, их вот эти телефоны хайпели ни за что, то есть у Redmi Note 9 Pro нет вообще ничего, за что его стоит облизывать. То есть это не, ну как бы в моем понимании, это абсолютно обычный смарт за довольно приличные деньги. В нем нет ни одной фишки, ни высокой там супергерцовки, ни какого-то маленького веса, ни какой-то суперскорости. Он тоже кое-где подлагивает, ни каких-то там вантуту данных. Он особо от 8 Pro не отличается. И проблема тут и там. Мне не интересно, как в магазинах. Еще раз повторяю, мой канал практически на 95% состоит из товаров, которые я покупаю на Алиэкспрессе. Вы можете купить с рук любой этот телефон за 100 тысяч. Можете купить у друга, чтобы его, как это называется, потому что вы благополучным образом, зря читаю ваши сообщения, хотите помочь другу и купить там его за 300 тысяч, он должен 300 тысяч. Есть просто цена, за которую минимально его стоит покупать. Как я делаю, чтобы понимать, сколько его ценность в принципе. Вот любые смарты, лайфхак. Опять же, кто это считает словесным поносом или еще чем-то подобным, друзья, ну, не смотрите подобные ролики, не смотрите подобные стримы. Этот стрим исключительно для тех, кто не знает, как правильно выбирать смартфон. Как я делаю? Я захожу на официальный сайт Xiaomi и смотрю, сколько в иенах они продают за сколько в иенах они продают телефон в Китае. Примерно, не примерно, а умножаю эту цену на курс, добавляю где-то 10-15% на конвертацию и 10-15% на продажу. И понимаю, сколько эта штука должна стоить на Алиэкспрессе. Иногда на конвертацию на все остальное не стоит накидывать, потому что, допустим, аппарат никто не покупает. Вот данная ситуация произошла, как я считаю, с Realme точнее X3 Zoom. Почему? Потому что они решили его продавать по 35 тысяч, он никому был не нужен. В итоге стали продавать по сколько? Правильно, по 26. За 26 тысяч это просто фантастический аппарат. Кто-то за 24 покупал. На Hello GT3 будет обзор. Вот. Что дальше по телефонам? По дизайну. Самое, мне кажется, странное, это Poco X3. Poco X3 это такая штука, что мало того, что дизайн странный, так еще и вот эта герцовка в 120 Гц это боль. То есть, когда вы читаете людей, которые пишут, что я выбрал Realme, опять же, я не топлю за Realme, по-моему, это последний аппарат вообще, который я из их линейки купил. То есть, все, что остальное я покупал для того, чтобы, опять же, меня смотрели на Али, да, в юанях. А что я сказал, Алекс? Вот, чтобы... иены, извините. Так вот, что я хотел сказать по поводу Realme. У Realme аппараты хорошие, но как только они что-то выгружают на рынок, конкретно Realme, у них конский ценник. То есть я не считаю, что стоит покупать девайсы от Realme по конскому ценнику. Либо вы покупаете под предпродажи за какие-то копейки, либо вы покупаете, когда их уже перестали все покупать. Потому что они стараются демпинговать цену у Xiaomi, и это круть. Я купил Mi 10T, норм или нет? Я считаю, что это норм, но проблема в том, что у Mi 10T есть один приличный недостаток, это высокая цена. Из всех этих 6 телефонов только один имеет матрицу AMOLED. AMOLED это когда все очень ярко и все очень круто с одной стороны. С другой стороны, у AMOLED есть свои минусы. Один из этих минусов довольно высокий. Это то, что под разными углами
изображение начинает синеть, краснеть и теряться. В принципе, я этого практически лично не вижу. Но насыщенность и яркость экрана круче всего всегда у AMOLED. Хуже всего яркость, конечно же, у IPS. Но IPS-матрицы обладают очуменной вещью. Вот эти вот 5 IPS-ок, у них нет практически шима. Шим, он долбит по глазам. Злой ежик, спасибо за поддержку. Я сейчас говорю, извините, медленно. Медленно я говорю в первую очередь для того, чтобы те, кто не в теме, начинали понимать, что это такое. Потом, дальше мы идем поступательно, правда? Мы берем смартфон и смотрим, сейчас 5 секунд. Настоящий телефон можно разблокировать по лицу. Не надо нам ничего разблокировать по лицу. И смотрим на любой телефон, на вот эту вот дырочку. Дырочка это называется фронтальной камерой. Что вы должны понимать? Первое, вот эта вот штуковина, которую все пишут, ну, фронталка из 2 камер, то есть ширик и основная камера, очень многих бесит. Если вы берете аппарат этот, телефон любой, и вам кажется, что эта фронталка вас бесит, не стоит его покупать, потому что бесить она вас будет всегда. Особенно вас будет бесить это дело, когда, правильно, во время того, как вы играете. К ценам я обязательно вернусь и расскажу, каким образом я покупаю дешево. И хотите, покупайте дешево, хотите, нет. Во время этой распродажи, которая была сейчас, я купил еще 6 телефонов. То есть, если вы хотите знать мое отношение к мобильникам, а мое, кстати, простое. Вот смотрите, я сейчас на примере Realme 7 Pro скажу. Я купил его за 19 тысяч, при том, как бы реально было купить за 17. По-моему, за 17 400. Realme 7 Pro, welcome. И продаю сейчас за 19 также. То есть, я получил свой контент, человек сразу его забирает, сразу после обзора. Realme X3 Zoom уже продан. То есть, по факту, мне его даже продавать не надо. Человек уже за него деньги отдал, после обзора я его отдам. Poco X3, не соврать, я, по-моему, за 1014 купил, а Poco M3 я купил за 8,5. Это, вот из того, что я помню, Realme 6 Pro, я не совру, по-моему, 15 с копейками, где-то вот так. Mi 10T Lite я купил за 19 тысяч рублей ровно, кто знает, тот поймет, но ждал 40 дней, мне его не выслали. Но, с одной стороны. С другой стороны, Саша, бронирование телефонов... Бронированные телефоны будут в обзорах? Да, сэр Чип, мне послали 2, я один раз долбаю, один разыграю, если ты не против. А где Realme 6 Pro? Вот Realme 6 Pro, вот Realme 7 Pro, вот они. Realme 6 Pro и Realme 7 Pro. Я еще говорю, хотел Huawei P40 Lite здесь положить, но по габаритам, я говорю, вам кажется, что это все мелочи жизни, вот тот же Realme, Poco. Нет, вот допустим у меня... довольно маленькая рука, не крупная. Вот смотрите, как Realme X... Я не топлю за него. Опять же, у 7 Pro есть свои минусы. Но конкретно материалы, дизайн и размер мне лично нравятся у него больше всех. Хотя, опять же, когда вы скажете, там, кто-то за что-то топит, все, кому нужна конверсия, просмотры, там, любовь зрителя, все будут топить за Poco. Почему? Потому что ты берешь... Нет, X3 Zoom не путаю. Вот X3 Zoom. Друг, вот X3 Zoom, я сейчас вам покажу в характеристиках, окей? Так вот, идеально блогеру, вот я сейчас не защищаю, там, Григорьев, по-моему, за Realme люто топит просто с этими оверпрайсами. Кто еще у нас? За Xiaomi нереально топит за 9 Pro, которая, ну, я понимаю, что многие девайс этот купили, я его хейтить не буду, но это до такой степени обычный, да, Realme 6 Pro, представляете? Вы правы, простите. Да, Realme 6 Pro, вот. Realme 6 Pro, а это уже у нас X3 Zoom. Вы правы. Мне очень жаль, что я перепутал, потому что со спины не сразу можно узнать. Вот Realme X3 Zoom. По цветам. Это семерка, это Poco X3, это Poco M3, это Redmi Note 9 Pro. Так вот, за полный прайс любой новейший телефон это просто бред. Чтобы вы понимали, я недавно на стриме показывал, как я купил мобилку, это Mi 11, за, получается, 50, по-моему, 7 тысяч рублей в минимальной комплектации. А вот по камере можно понять сразу. Нет, нельзя, потому что вот смотрите. Вы имеете в виду то, что квадратненькое, X3 Zoom. Ну, можно вот так их расположить, чтобы вы лучше понимали, что Xiaomi пытается что-то где-то изобрести. Realme копипастит топов. И после того, как копипастит под топов, делает довольно неплохая. Мне вот внешняя камера это больше всего нравится. При том, что
Они копировали Huawei P40 Pro, как у меня телефончик, но сделали это неплохо и, главное, дешево. Да, не забываем прожать лайки за труды, не забываем посмотреть в описании обзоры на эти телефоны, потому что там все кратко. В обзорах у меня, еще раз повторяю, около 7-8 минут основная информация, потом пример съемки. Всем, кто мне советует делать примеры съемки со штатива, я вам могу показать вот хорошо один из штативов, которыми я пользуюсь. Штативов у меня более чем так же, как и великолепных стабилизаторов. 5 секунд. Вот у меня. Кто знает, тот поймет. Тихо. От фронта, могу все ставить на штативы, делать великолепную картинку и потом говорить: вы понимаете, ничего не мылит, вы понимаете, все отлично. Ичи, спасибо за подгон. Так вот, если вам интересен подход из разряда «продай эту штуку», окей, но его не будет. У меня будут вот как раз всегда примеры камеры из разряда «я взял в руки и пошел», потому что большинство из вас, большинство из моих зрителей именно так и делает. Вот. И я считаю это правильным, потому что, как делает DxOMart, что берешь и ставишь на штатив, потом еще на штатив, еще один на штатив. Я обязательно сделаю ролик сравнения с видео. У меня есть эти фиксаторы, если вам будет опять же интересно. Напишем, если кому-то интересно, я буду рад. Я обязательно буду еще покупать бюджетники, будут люди смотреть или нет. Понятно, что я выгружаю любой обзор на наушники, он набирает 30-40 тысяч рублей. 30, точнее 40 тысяч просмотров. Если я выгружаю обзор на какой-нибудь телефон, он набирает 7-8 тысяч. Плюс я еще там помимо этого говорю, что цена такая-то, люди психуют, потому что кто-то идет и покупает тот же Redmi Note 9 Pro, который ужасен. Ну, ужасен он тем, что он безликий. Я не знаю, как вам объяснить. Люди, у которых есть флагманы, они понимают, о чем я говорю. Это не к тому, что мы с вами одной крови. Но по факту, когда ты понимаешь, что когда у тебя есть хотя бы один в жизни был подобный телефон типа флагмана, ты хочешь что-то, чем телефон отличается от всех. Вот Redmi Note 9 Pro вообще ничем не отличается. Ни хорошим, ни плохим. Poco X3 отличается и хайпом, и и довольно приличной длительностью работы. И вот этой убогой камерой, которую я не знаю, как можно было облизать, но на вкус и цвет, опять же. Но самое главное, чем он отличается в плюс всегда, это ценником. То есть, когда вы покупаете Poco X3, давайте, я не знаю, напишите, вы хотите точно узнать, за сколько я это дело покупал, и я вас расстрою или нет. Сейчас я включу все сообщения. Если да, то нет. От чего более приятный по ощущениям 6 Pro или 7 Pro? Если абстрагированные цены. Внешний вид, габариты. То есть и материалы. Скользкий. Говорю, вот это намного приятнее. Опять же, на вкус и цвет, друзья. Я не пытаюсь никаким образом топить вообще за какие-то из этих смартфонов. Есть еще Huawei, которые продаются, учитывая их железо, за копейки. Есть еще помимо Huawei яблоко. Если у вас есть деньги, вы идете покупаете айфоны, которые я также обозреваю. Просто вот это Redmi, Poco и Poco — это самые ходовые телефоны. То есть вы можете посмотреть, они набирают хорошее количество просмотров. Realme — это чуваки, которые пытаются их каким-то образом съесть. И я вам скажу, что после падения цен на вот эти мобилы, когда я их покупал, это 11 ноября было, у меня есть стрим, кстати, с тем, как я их покупаю. Вот. И смысл в том, что вот эти вот великолепные телефоны, расхайпенные, они стоят своих денег только в случае, когда вы их покупаете дешево, их сможете скинуть. А Realme — это те мобилы, которые продаются изначально по лютому оверпрайсу, то есть они продаются слишком дорого, у них нереально высокая цена, они своих денег стоят. Одна там 60-ваттная зарядка, 39 минут заряжается телефон. Вы прикиньте, 39 минут. Если кому-нибудь объяснить, что это, ну это вот прям, я почему положил здесь OnePlus? Ну нервно курит в сторонке. То есть они взяли а-ля у своих типа корешей, и сделали лучше. Давайте я расскажу вам один, какой Huawei большой, тонкий и хороший. Расскажу потом. Так вот, один большой лайфхак, как узнать, что вам пытаются продать Realme. Вам пытаются продать Realme, когда вспоминают корпорацию BBK, и что BBK помимо этого принадлежит OnePlus. Это можно делать в разных каких-то плоскостях. Почему по мне это все ТЗ? Во-первых, потому что я блогер, уже все-таки у нас 200 тысяч. Кстати, меня уволили, и в феврале стримы будут с лицом. Ставим лайк, кто хочет стримы с лицом, и пишем в комментариях, если вы досмотрели до этого момента. Видите, я все-таки разговорился. Так вот, к чему это все? Если не хотите, будут продолжаться стримы формата руки.
Сейчас я пытаюсь вам объяснить, каким образом выбрать вот из всего этого вала информации, которую вам дают. Вот я честно по поводу всех телефонов смотрел все обзоры. Они все субъективны. И нет, нифига, так это не работает из разряда «этот хуже, этот лучше, этот там тоже норм». Нет, есть объективно. Единственный AMOLED с очуменной зарядкой, который можно купить очень дешево и продать потом. Может быть более проблематично, чем тот же Poco, которых нереальное количество на Авито, но Poco можно купить за 18,5, но и об игре можно забыть. А если вы хотите чувствовать себя приближенным к гикам, то у вас один выход. Здесь этого телефона нет, потому что я его сразу же продал, там эгегей какой хороший ценник, он за 20, он дешевле, чем Realme X3 Zoom, но это Nord, N10 Nord. N10 Nord облизывали все, облизывал я, облизывали люди, которые не делают обзоры на телефоны, и я с ними абсолютно согласен. То есть у меня OnePlus 7T Pro, на который я сейчас стримлю, и там примерно такая же оболочка. Вот. Сергей Медовщиков, я уверен, что хорошо, спасибо, что вы так считаете, потому что, поверьте мне, на заборе много чего написано. Вот из разряда того, что я не рассказал в ролике, я сейчас для примера говорю, я не рассказал об этом в ролике про Realme X3 Zoom. Это дело медленнее всех, учитывая, что у него UFC 3.0, память внутренняя, медленнее всех скидывает на себя сейчас файлы с его прошивкой. То есть все скидывают 1,5 гектара в районе 2 минут, этот скидывает 3. Я бы мог его захейтить и об этом сказать, но я знаю, что на него пришла просто новая прошивка, которая чуть-чуть хуже. Но от этого он больше лагать не стал. И за 26 тысяч это топовый девайс. То есть это все до 20-ки, он 26. Это до 10-ки идеальный девайс, единственный. Безликий Nord тупо взяли болванку OEM и Oxygen свою впихнули. Хардкор, вот Oxygen, только Oxygen и стоит. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть оболочка стоит денег. И когда вы юзаете OnePlus, вот смотрите, я не такой уж сильно богатый чувак. У меня все хорошо с деньгами, но все равно для меня 40 тысяч имеют значение. OnePlus 7T Pro я покупал за 46 тысяч рублей. Я его могу скинуть за 30-ник хотя бы и купить еще 1,5 телефона, либо один хороший. Но я на него стримлю. Он мне доставляет моральное удовольствие. То есть иногда я его использую, чтобы вспомнить, как это, когда у тебя 90 Гц работают лучше, чем 60 или 120 в Poco, которые, ну вот... Xiaomi, вот эти вот 3 девайса. Друзья, я сам Xiaomi по 2 причинам. Первое, это единственный способ набрать подписчиков. И вторая, у них и правда дешевые цены, и их легко можно скинуть. Но если бы я брал себе телефон, это стопудово был бы Realme. Realme после того, как его опустили в цене. У него может быть хуже поддержка. И я даже не говорю, что Xiaomi сейчас могут отключить от Google сервисов и будет вообще трындец. Это уже другая история. Я не знаю, как они будут вывозить, а я прям уверен, что отключат. Помню OnePlus 7, да, когда OnePlus стоили до 20 тысяч, это было круто. Но опять же, Nord 10 также стоил до 20. А мнение про User Experience 7 Pro и 6 Pro. Леонид, я вам показываю свои телефоны. Единственное, Pixel 4 у меня в кармане куртки. Это Huawei P40 Pro. Стримлю я на OnePlus 7T Pro. 2 моих любимых девайса. Есть еще мобилы, но вот сейчас хайповые эти. Так вот, если бы я покупал себе телефон и я не снимал на телефон обзоры, потому что на все это можно снимать. Вы видели, кстати, пример на Realme 7 Pro обзора. То есть я специально снимал обзор на телефон. И мне писали, что больше это мыло не снимай, кстати. Вот, я бы выбрал Realme 7 Pro. Он самый маленький по габаритам. У него адская зарядка. У него адекватный ценник. И самый огромный его плюс — это AMOLED. И когда мне говорят, чувак, через год у тебя выгорят часть пикселей. Окей, телефон до 20-ки, через год я скину и куплю новый. Но, чтобы понять это, опять же, Леонид, нет, мораль была не для этого. Мораль была не для того, чтобы вы побежали в магазин и купили его, а для того, чтобы вы, когда пришли в магазин, услышали мои слова по поводу экрана. Я сам никогда не думал, что я буду так реагировать на экран телефона. Но когда в моих руках было больше 400 наушников, помните? У меня там 300 обзоров на беспроводные наушники, а тестил, может, даже 500. Часть из них я выкидывал, часть продавал, потому что они мне не зашли, я не хочу делать на полный хлам обзора. Но теперь у меня в руках телефоны, у меня их было больше 30-ки.
И я буду продолжать их покупать. Я могу себе это позволить, мне интересно рассказывать вам, своим подписчикам. И вот из этих всех телефонов в душу мне запал именно Realme и Poco. Poco своей ценой, тем, что можно было купить за 8,5-9. А Realme 7 Pro запал своим экраном. Ну и беспроводной, и зарядкой. Беспроводной зарядки у него нет. Чем мне запал Xiaomi 9 Pro, я тестировал его и сегодня хотел сделать на него обзор. Впервые за многое время я сел и не знал, что написать. Я сделаю на него обзор, он не будет хейтерским. Но в конце, так же как у этих всех телефонов, по-моему, у всех, я посоветую купить OnePlus Nord N10. Кстати, то есть из этих телефонов я бы выбрал Realme 7 Pro. Из тех я бы выбрал, купите себе оболочку достойную. Вот это достойная оболочка. Да, вы в моем понимании проиграете в экране, но вы хотя бы поймете, как выглядит плавность. Ну, либо купите iPhone. То есть до этого момента все эти мальчики с интернета, а мальчики, потому что они все младше, большинство из них младше, которые тыкают в экран и говорят: я так кайфую от 120 Гц. А вот теперь люди, у которых есть эти 120 Гц, и какой-то другой смарт у супруги, допустим, у девушки, у другой. Скажите честно, вы видите разницу между 120 у Poco с его глюками, когда вы уже его поюзали, и, допустим, с Huawei без сервисов, с любым? Нет, Nord за 24, Дмитрий, это жесть. Я покупал, точнее, мне его прислали. То есть вы заметьте, я топлю за то, что мне прислали. Это, самоубийство. Я в обзоре сказал, что мне Nord это первый, единственный телефон из... нет, мне еще Nubia когда-то прислали. В общем, из всех, наверное, 30 телефонов на канале, где-то 3 мне прислали. Из хлама, хлам это 9A Pro, Qbot, я их разыгрывал, тоже присылали. А вот эти все телефоны я покупал. Huawei P40 Pro, на который, кстати, нет обзора на канале. Poco M3, Poco X3 NFC. Кстати, вот эти все Xiaomi, вы же понимаете, да, что как только будет заруба с американцами, вы не сможете ими оплачивать без обломов, да? Все запомнили, да? Сейчас OnePlus подняли ценник. Serchip, это не OnePlus подняли ценник, а просто в Российской Федерации кое-кто стал скупать валюту, потому что для экономики хорошо, пацаны. И и ТЧК. Вот. Bro 6 Pro взял за 18 мега, я купил его дешевле, я говорю, если захотите, я потом в прикрепе напишу за сколько. Или сейчас покажу. Но все, кто смотрит мои стримы, у меня есть стрим, потратил 269 тысяч 11.11, вот там все цены. Акции Serchip закончились, но они сейчас вернутся раз в месяц, Али стабильно делает распродажу. Вроде бы да. Саня, мы так не выражаемся. Напоминаю, что Саня стратег. У нас на канале нет мата, хамства и рекламы. А когда я говорю... как это называется? Бум-бум-бум-бум. Когда я говорю нет хамства, мата и рекламы, это касается всех, к сожалению. Почему бы не говорить о Samsung? Joe Snow. По той причине, что, к сожалению, Samsung я считаю оверпрайсом с очень плохими материалами. Все, что я трогал... Вот вы возьмите, допустим, Huawei P40 Pro, возьмите, зайдите в магазин, возьмите его в ручку. И возьмите любой девайс от Samsung за полтинник. И когда вы вот возьмете эту штуку, потому что он меня нереально радует. Он подглючивает. Я говорю, я расскажу все косяки. Но я снял на него, наверное, обзоров 300. Вы понимаете? 300 обзоров. И да, мне пишут, чувак, купи камеру, там еще что-то. Но 300 обзоров, и люди смотрят. И не так плохо он снимает. По поводу съемок из всех этих камер, я скажу так. Чем угодно, но не Poco M3. То есть всем этим, если у вас прямые руки, прямые я подразумеваю лучше, чем у меня, кстати. Так вот, если у вас прямые руки, потому что я на это снимал, говорю, на 7 Pro обзор, и народ писал, что польза, ты очумел, это мыло. Так вот, да, это как если вы видите, что кто-то хайпит Meizu, значит люди очень много денег получили. Потому что Meizu дает денежки правительству, чтобы оно жило, а Meizu потом распределяет между нашими балаболами. И еще раз говорю, повторяю, обращайте внимание на обзоры Realme, если вы слышите такую информацию, что они принадлежат BBK, BBK это OnePlus, OnePlus это ТТТ. Я то же самое топил за наушники, когда вообще никто на них обзоры не делал. Но вот сейчас это, по сути, их чистый атовизм из разряда они в ТЗ это кидают народу и все. И Realme не по распродаже, это тоже мрак. Вообще все, что здесь лежит не по распродаже, это мрак. Потому что на распродаже, еще раз повторяю, что Realme
X3 Zoom стоит 26, вы их купите, понимаете, в чем прикол? Вы купите X3 Zoom за 26, вы за 24, если он вам не зайдет, вы его перепродадите. Вы купите Poco M3 за 8,5, за 9, вы его перепродадите за те же 9000 вот просто в тот же день. Ну, может, ладно, через день. То же самое касается Poco. Единственное, Redmi Note 9 Pro, мне кажется, не так просто перепродать, это единственное из этих 6. Второй слева это Realme X3 Zoom. Вот. Вот этот телефон, это Realme 7 Pro, это Realme 6 Pro, это Redmi Note 9 Pro, самый безликий из всех. Это Poco X3 NFC, это Poco M3. Что насчет убогого звука на видео с Realme? На видео с Realme убогий звук. Мне не нравится, как он пишет звук. Я не считаю, что он прям мрачный, но вы не забывайте, что я снимаю с руки. И очень часто я закрываю микрофон. Вот. И я говорю, я не заморачиваюсь, друзья. Если вы реально заморачиваетесь под Gcam, вы снимаете там 300 раз переснимаете, именно для тестов, то я могу снять как конфетка даже с Redmi Note 7 Pro. То есть, точнее, не Pro, а даже с Redmi Note 7. И возвращаясь к своим баранам, о чем я хочу рассказать особенно. А бараны, в первую очередь, вот вы сейчас наблюдали за этими телефонами. Я сейчас выкладываю довольно старые, древние, мракобесные два девайса. И они оба цари и боги какой-то эпохи. И сейчас вы на них смотрите. Ответьте честно внутри себя. Вот материал. Ты видишь просто вот такая штука. И металл. Чистый металл. И что вам больше нравится? И попытаюсь я к чему подвести? К тому, что все это в каком-то смысле всегда удешевление. Они пытаются продать больше, они пытаются продавать телефоны чаще, они пытаются продавать дешевые телефоны, чтобы вы их покупали чаще, дорогие телефоны, чтобы вы их по трейд-ину сдавали чаще. И часть вот из этих штуковин, по большому счету, функции свои не выполняет вообще. Если брать игры, ни один из этих телефонов, вот из всех представленных телефонов, ни один идеально не работает. Ни один. Более-менее идеально работает мой OnePlus 7T Pro, более-менее идеально работает iPhone 11 Pro Max у супруги. Все вот это остальное, оно все где-то подфризивает и подлагивает. Все, что, ну ладно, Norton 10 мне понравилось, как работает. Вот это все. Это не геймерские штуки. Да, они неплохо вывозят. Но чтобы ты ощутил такое, как оно работает, нет, этого нет. Ощутить можно по картинке в Realme, единственное. Но опять же, у многих от AMOLED будут уставать глаза. У меня глаза от AMOLED не устают. Вот. Дальше. Что бы я хотел сказать по поводу... Да, понятно, я тоже не люблю iPhone относительно, потому что я принимаю, что они все-таки делают хорошо. Но... Вот материалы, и опять же мы берем Huawei-овский телефон. Понятно, это уже совсем другой ценник. То есть они более-менее приличные материалы. И так, чтобы ты сидел и смотрел такой, о, красиво, можно наслаждаться материалами. Нельзя. Санкции против Xiaomi, Xina, Сэм, я вот в серединке где-то сказал, я сейчас бы Xiaomi не брал бы в принципе. Можно и Realme не брать, можно брать айфоны, можно брать Huawei и знать уже, как ты будешь устанавливать туда Google сервисы, потому что они уже прожили эту жизнь и как бы можно уже как-то с ними существовать. Xiaomi это все в перспективе, все это ждет Xiaomi. И Xiaomi имеют по количеству лабораторий и лабораторного персонала просто нереальное малое процентное соотношение с Huawei тем же. Опять же, вас будут по-любому питчить с одной стороны, что бегите, покупайте другие бренды. Вам будут питчить, что Xiaomi справится. У всех свои цели и задачи, у всех своя оплата, у всех свои маркетинговые траты и риски. Но то, что им, вот этим чувакам, будет плохо, это однозначно. Скидывать ли эти устройства? Если есть варик скинуть по той же цене, я бы скинул. Понты понтами, но обед по распорядку. Если вы опасаетесь, и у вас есть вариант поменять это дело на что-то более новое или равнозначное, но не бренда Xiaomi, да. Это часы Mi Watch Lite, по-моему. Я уже на Redmi Watch Lite делал обзор. Эти я уже давным-давно нашел. И скоро и на них сделаю обзор. И еще есть у меня GTR 2. На них я тоже на следующей неделе, возможно, сделаю обзор. Но
В среду я уезжаю в Петербург, поэтому, мне кажется, будут такие лайтовые обзоры. У меня были в основном сейчас на телефоны. Сделаю дела, вернусь сюда, и в феврале, когда я уволюсь, мы уже будем общаться лично. Не забываем прожать лайк за труды, спрашивать вопросы. И все, что Дмитрий идет со стилусом, все дорого. К сожалению, это Samsung, к сожалению, это у Xiaomi довольно дорогие мобилки. И когда лучше продавать Realme 7 Pro, чтобы выгодно перейти на OnePlus? Богдан, я не скажу вам. Единственное, вот вы сейчас видите, что кончилась распродажа на Али. В этот момент надо продавать. Почему? Потому что люди идут на Али и сравнивают цену смартфона, который вы продаете, либо любого девайса, с алишной ценой. Они не сравнивают его, к сожалению, с магазинной. Потому что я вообще не буду смотреть на человека, который мне говорит, Realme X3 Zoom стоит в магазине 36. Я скажу, я купил за 26, дядя. Я не буду говорить, слушать человека, который мне говорит, что Poco в магазине стоит 12-14, я купил его за 9. Я не буду говорить, что там Poco X3 NFC стоит, я не знаю, сколько он стоит в магазине, я даже знать не хочу, я его купил, по-моему, за 14. Вообще Meizu я бы ничего не брал. Ну, кто-то на этом хорошо заработает, если кто-то вам советовал. Дальше, что с Xiaomi будет, не понял немного. Против Xiaomi США потихоньку вводят санкции, и, скорее всего, будет все еще жестче, чем с Huawei. Я не хочу ничего, никаким образом хайпить на этой теме. Вы видите, что в теме стрима этого нет. Я просто вам говорю свою позицию. Я 3 года в блогинге, 3 года я покупаю большое количество железа. И когда эта пуля была про Huawei, я сказал, чуваки, это все лабутень, я о нем не рассказывал. Я тогда вот соседям, утрированно, кто со мной работал, что не парьтесь. В итоге я был неправ. С другой стороны, я когда говорил, что Mi Band 4 будет без оплаты, он оказался, видите, с оплатой. Правда, с конским ценником, и 5-го с оплатой нет, но мы будем считать, что это все равно мой FL. И очень часто я ошибаюсь, как и все люди. Поэтому говорить, что это прям супер все плохо, ну не знаю. В айфоне батарейка держит, и экран зависает от холода. Ну да, ты другой любой телефон на холод вытащи и расскажи мне, что он не тормозит. При том, что всем этим я юзал, все это я юзал при минус 30 градусах. У меня сейчас минус 34 за окном. Саня, объективно Norton 10 лучше, а субъективно лучше Realme 7 Pro. Night Hunter, если вам нужно понять, как работает дорогой девайс, флагман, что очень близко должно быть к нему, то вы берите Norton 10. Если вы хотите радовать свой глаз, но потихоньку его выжигать AMOLED, вы берите Realme. Я говорю, мне очень тяжело сейчас тестировать все девайсы после Realme. Прям нереально тяжело, потому что они прям, ну вот именно этот, он не лучший у них 60 Гц развертка, это обычный AMOLED, но он крут. Дальше, P40, учитывая, что пользователь не успел прочитать, друзья, давайте не забываем прожать лайк, 278 людей. И один очень подлый человек, к сожалению, мне закидывает, модераторы, кто-нибудь, пожалуйста, сделайте добро и уберите Hamster Club. Люди, не спамьте, пожалуйста. Не зря Norton 10 взял, сегодня-завтра должен приехать. Я уверен, что вам он зайдет. Аккумулятор ниже нуля советуют вообще не эксплуатировать. Ну да, при любом раскладе вы портите любой девайс на морозе. Так же, как многие мне говорят, что чувак, почему ты говоришь, Mi Band нельзя носить в баню, я ношу. Ну окей, вам везет. Их так не тестировали, у них не заявлена такая водо- и влагозащита, и все. По поводу, кстати, телефонов и влагозащиты. Почему я, друзья, говорю по поводу влагозащиты в своих роликах, даже в Poco M3 бедном я сказал, у него нет влагозащиты. Или защита от брызг. Realme вообще, по-моему, не сертифицирует свои устройства для влагозащиты. Потому что существуют телефоны и люди, которые покупают мобилы только для того, чтобы с них звонить, там посмотреть какой-нибудь в WhatsApp фотку, и для них существуют другие телефоны, там BlackView, то, что я пока не обозревал, то, что мне не хотели высылать по одному девайсу, и поэтому я требовал всегда 2, и вроде бы BlackView посылает мне 2 девайса, один я, соответственно, раздолбаю, один разыграю, повторяю. И вот они имеют лютую влагозащиту. Все остальное это только у флагманов. Вот, допустим, у Redmi Note 8 Pro была неплохая водозащита, влагозащита, но она не идеальна. И надеяться на то, что у вас телефон выживет после падения в воду, он выжил, и вы стараетесь его сразу продать, потому что неизвестно, что с ним будет. А известно, он начнет все равно рано или поздно печалиться. Что думаешь о Realme 5G? Я думаю, что я его купил, потому что мне он интересен. Кто? Black? Что? BlackView, как-то так, не помню, что там. Я говорю, я не заморачиваюсь, к ней сам
по брендам, которые у меня не были в руках. Минус 34 это где? У нас не менее 20. Ну вот где я в сутки стоял на улице. А Samsung за 60-70, как по качеству? Ричард, лютый оверпрайс в жизни бы не брал. Hazard, вот за это я просто забаню, к сожалению. Я не являюсь чуваком, который считает, что другой чувак, который ставит всех чуваков, которые против больших дядек на карандаш, он какой-то хороший. Ну, простите, я слишком стар, чтобы не видеть этой всей лабутени. Я не за левых, не за правых. Я посерединке. Стоит ли покупать Realme или OnePlus? Еще раз повторяю, если вы хотите почувствовать, что такое хороший девайс и ощутить это дело, то я бы советовал вам купить Realme. Если вы хотите почувствовать, что может флагман, я бы советовал купить вам OnePlus, любой. Потому что вы посмотрите на эту оболочку, оцените для себя, стоит ли эта оболочка своих денег. И если вы купите эту оболочку за нормальные деньги, точнее не за нормальные, а за большие деньги, вы однозначно не разочаруетесь. То есть это как маленькая ступенька к тому, чтобы решить для себя, стоит ли покупать какой-то суперский смартфон. Вот сейчас я для вас специально вытаскиваю салазки для того, чтобы вы поняли по поводу влагозащиты и по поводу того, что из этих телефонов каждый может. Когда мне люди, кстати, говорят, что чувак, ничего страшного, SSD нету, допустим, или есть, но внутренняя память маленькая. Вы помните, что внутренняя память, она всегда лучше, чем внешняя. Она быстрее, как минимум. И что я хочу добавить, что самый большой фейл по поводу памяти всегда идет у флагманов. То есть даже вот смотрите, у меня есть мой Huawei, и я сейчас достану оттуда симочку. Сейчас вспомню, откуда она достается. Там тоже благополучным образом никакую память не засунуть. Так, даже как-то тяжело. Прорезинено, видите, как хорошо? Вот прорезиненная. Это Huawei P40 Pro. Понятно, он к теме не относится, но мелочь, а приятно. Хотя бы посмотрели, как это дело выглядит в стареньком, но флагмане. Во всяком случае, намного лучше, ничего сейчас нет. Правильно? Вот. Дальше смотрим салазки X3 Zoom. Вот они. Видите? X3 Zoom у нас довольно неплохой. По размерам, по внешнему виду. И две симки вы можете туда запихать. Все остальное где-то рядом. То есть, ладно, у нас у Poco X3 есть карта памяти. Сейчас меня смотрит 275 человек. Я бы был вам безумно благодарен, если вы сможете написать, нужна ли вам вторая симка. Это мне очень важно. С каких пор 40 Pro старый? Ну, давно уже, потому что после него еще 40 Pro, по-моему, 5G выходил, еще потом Mate 40 Pro. Короче, их было много. Если скрепку тыкнуть в дырку микрофона, что будет? Будет печаль, Алан, я не тыкнул в итоге. Вторая симка нужна, нормальный камерафон, Huawei P40 Pro, welcome. Можно, если вам нужны фотографии, вы прям разбираетесь, можно любить, опять же, эти пиксели. Вот у меня Pixel 4, я иногда на него снимаю тоже, второй основной телефон. Сижу на одной, нужна, не нужна, привет, дружище, здорово, привет, уже две сим-карты, карта не нужна. Пользуюсь уже полгода, Mi 9T Pro, отлично. Вторая симка не нужна, карта памяти не нужна. То есть вы видите, когда я конкретно говорю, вот, там две симки, либо еще какой-то блогер, по большому счету основной массе работ, вторая симка нужна для работы, Дмитрий, но скорее всего она во втором телефоне у вас, да? Скажите честно. Вторую используешь лишь для связи с родителей. Очень мало людей, по факту, не взрослых, пользуются двумя симками. Взрослые люди, вот я считаю, что я уже взрослый, мне 37, симками пользуются вторыми во вторых телефонах. То есть я ношу с собой Huawei P40 Pro и Pixel 4. Помимо этого таскаю, конечно же, что-то, что я сейчас мучаю. Сейчас мучаю Huawei P40 Lite. Realme 6 уже старый, да. Вот слово Владимир именно с грядки этот не используется. Напоминаю, на канале нет мата, хамства и рекламы. Реклама иногда относительная какая-то есть, но я не рекламирую девайсы, я рекламирую иногда сервисы. Иногда, 2 раза всего рекламировал и все, 3 за 3 года. Поэтому можно сказать, что и нет. Что скажешь про Poco F2 Pro? Артур, я скажу, что сейчас очень дорого его купить. И аналог Poco F2 Pro это Realme X3 Zoom. И даже если Poco F2 Pro вот на йоту лучше,
стоимость этого девайса перекрывает все. Одна для чистого интернета, вторая для связи. Евгений, очень странный подход, но окей. Poco X3 уже у меня зависает после перезагрузки, становится норма, а через 3 дня опять лагает. Zaid, это вот как раз магия Xiaomi. Ты нагони туда людей, нагони себе людей на канал, поставь надпись Xiaomi. Ну почему? Я то же самое делаю, просто не с телефонами. Я эксплуатирую их девайсы, я рассказываю о их там подушках, ручках, еще чем-то. Но мне они нравятся. Но телефоны, как вы видите, я обозреваю очень так тоненько. То, как я захейтил Poco M3, посмотрите, сколько ненависти в комментариях. Посмотрите, что я сказал про Poco X3 NFC. И посмотрите это в конце. Это я не к тому, я такой эпичный. Это я к тому, что у меня есть определенный подход, он не поменяется и в смартфонах. Я говорю то, что я хочу говорить, и для меня всегда существует что-то лучшее. То есть я всегда говорю, вот этот лучше, этот я бы выбрал. Я не пытаюсь юлить. Я не пытаюсь питчить, вот, допустим, Redmi Note 9 Pro, я сегодня несколько обзоров смотрел. Чуваки просто в конце не дают альтернативы. Они говорят, ну вот эти там где-то рядом бегают. Нет, не бегают. Все вот это, вот, все это около того. Выделяется очень сильно ценой Realme, до 20-ки его не купишь. Выделяется хайпом Poco X3 NFC. Пятый выделяется ценой Poco M3, но это совсем не игровое чудо. И выделяется, в моем понимании, очень сильно по экрану Realme 7 Pro 60 Гц, но AMOLED. И еще раз, я уважаю людей, которые у меня в телеграм-канале взаимопомощи, там 5000 почти человек, 4800 с копейками. Ну, я считаю заблокированных больше 300, поэтому будем считать, что 5000. И основные мои модераторы против AMOLED. То есть люди, которые шарят не меньше, чем я, возможно, местами больше, они за свои глаза больше пекутся. Я люблю яркость, я люблю сок, я люблю ненатуральные цвета, потому что натуральные цвета ждут меня за окном. Песочек, не знаю, там деревья с мхом, которые я снимаю. Да, у меня сейчас все красиво, но я перееду в Петербург, там все будет, сами знаете как, особенно зимой. Какой самый игровой телефон с Realme? С Realme я бы еще раз выключил мозг, доверился чувствам, доверился комментариям и купил Realme V3. Он только китайская версия, я его купил, говорю, и сразу продал человеку. Я не расстроен, потому что этот человек мне много добра сделал. Продал я его дешево, дешевле, чем купил. Купил я его за 12. И это вещь. То есть, если бы я играл, если бы я был подростком, если бы мне нужны были игры, мне бы было плевать на эту китайскую прошивку, потому что эта штука за свои деньги просто ракета. Но за 12 тысяч. Что ты думаешь про Mi 10T Lite? Илья, я думаю, что я 40 дней назад его покупил на Алиэкспрессе, они мне не выслали и написали, что не вышлют никогда. Саня, в одном из стримов ты говорил, что знаешь в Питере какой-то завод, где могут помочь с изготовлением ортопедической обуви или стелек. Там не завод, там магазин, ну и да, соответственно, завод. Напишите в личку, я погуглю, я уже забыл. Это было очень давно. Понимаете, друзья, вы многие приходите после обзоров, которые были 2 года назад, 3 года назад. Я вам очень благодарен, но некоторые вещи, к сожалению, сходу я вам не отвечу. Я отвечу вам за наушники, я отвечу вам за телефоны, я отвечу вам за, не знаю, какие-то вещи из разряда там, мир, трудма и жвачка, какие кроссовки выбрать. Вот. Но все остальное это так. 5 секунд. Друзья, сейчас я музыку настрою. Дальше, какая камера в телефоне лучше? Еще раз, если у вас прямые руки, вы можете купить любой из этих смартфонов. Любой. Но что, если вы просто обычный смертный, ну вот я обычный смертный, я вышел и поснимал для вас на камеры этих смартфонов, то как и то у меня руки не трясутся. То есть я двадцатник свой подтягиваюсь, вы можете понять, что несмотря на то, что они тоненькие, они местами сильные. И все-таки они у меня набиты, я снимаю давно. И все, что я снимал, я выкладываю в конце роликов в обзоры про эти телефоны. Вот. Понимаете? 5 секунд. Что взять? OnePlus 9 8T или Mi 10? Однозначно OnePlus, но опять же это для меня. Все же за 23 тысячи лучше какой? Егор, для меня лучше всего Realme, но он не 23, а 19. 19-17. Но сейчас курс лопанет, в рублях очень тяжело говорить.
19 тысяч покупаете Realme, вам... Еще раз, вот знаете, как мне товарищ сказал, который сегодня заберет Realme 7 Pro? Товарищ хороший, ему привет, и если не заберет, я тоже буду рад, я буду про него продолжать рассказывать. К чему это все? К тому, что нет этих телефонов в магазинах, нету, то есть ты приходишь, их нет. Вот. Здравствуйте, как вам своеобразный скол на айфонах? Все, что делает iPhone, это как дом моды. К сожалению, я не могу их хейтить, потому что они не просто так набрали свою фан-базу. Когда говорят, что у них уменьшились продажи, я хочу отметить, друзья, у нас второй год идет пандемия. Доходы всех падают. То есть люди, которые раньше получали много, сейчас получают чуть меньше. Люди, которые получали очень много, получают супер много, а средняк весь ушел в нули. И так как средняк ушел в нули, вы же понимаете, что кто будет тогда покупать эти айфоны? Очень мало людей. Спасибо большое, Зиновьев. Я проверю, и ссылка в плане на покупку или ссылка на видео. Дальше бульон. Скролл, не скролл. Скролл. Я говорю, бульон наваристый. Проблема в том, что все конкретно про один девайс я рассказываю в ролике. Сказать про iPhone плохое здесь я не могу. Почему? Потому что у меня ролика на него еще не было. Realme 6 Pro стоит своих денег? Sparky, если это 16 тысяч, да. Тут в видосе ссылки на X3 ведет. Хорошо, я исправлю, извините. В видосе в каком? Я еще раз не понимаю. Пишите там. Realme 6 ведет на ссылку туда-то. Интересует мнение о Redmi Note 9T. Владимир, я его купил. Мне кажется, что тоже довольно проходной девайс. Если вы хотите себя расстраивать, меня не смотреть. Но я честно всегда говорю, потому что из этого всего, я не знаю, люди, кто-нибудь смотрел все мои вот эти обзоры, какой из этих аппаратов супер хвалил? Как 6 Pro в сравнении с 7 Pro? AMOLED против IPS, что выберете? ТЧК. У меня умный дом? Нет, не умный. iPhone SE 220 нет, однозначно, дешевые айфоны вообще не рассматривал бы к покупке. Mi 9T в 2020 году, в 2021 нет. Дальше, Night, прошу не спамить за баню. Если что-то плохое про яблоко сказать, набегут хомячки. Нет, Тем, если вы посмотрите обзор на канале, на iPhone 11 Pro Max, вы уже поймете, что все, кто хотел из-за айфонов от меня отписаться, они отписались. Когда ждать компактные смартфоны на андроиде? Самый компактный из всех этих представленных, к сожалению, это Realme 7 Pro. И то это относительно. Pixel 4, Pixel 5, вот все, что вы можете себе посоветовать. Pixel 2 не даст форму нет. Это по фарам, Иван, это знаете, это для того, чтобы порадовать своих зрителей. Можно все время говорить, Pixel рулит. Весь Pixel маленький, точка. Pixel быстро разряжается, точка. Pixel это показатель того, что либо ты дурачок, либо у тебя много денег, так же как iPhone последний. Вот. Два варианта. Третий вариант, извините, не рассматриваю. То есть, если ты идешь, покупаешь в кредит какой-то телефон, в моем понимании, извините, друзья, то есть, если тебя нужда заставляет, и ты покупаешь какой-то дешевый телефон, вопросов нет. Но если вы идете покупать за полтинник в кредит телефон, у нас с вами разное мышление. Pixel или Realme? Однозначно, если как основной телефон вам нужен малогабаритный Pixel, если нет, то Realme. Саня, привет, подскажи свое мнение, как оптимальный телефон за 40 тысяч рублей. Докидывайте 10, ждете распродажу на Huawei P40 Pro и покупаете Huawei P40 Pro. Сильно зрение устает от Realme 7 Pro? У меня нет, еще раз, Алексей. У меня не устает, но опять же, у меня зрение, я всю жизнь в экране 6 лет. То есть 6 лет я не вытаскиваю глаза из экрана. У меня капилляры лопаются, я периодически витамины пью, там, зарядку иногда делаю. Но я занимаюсь спортом, не пью и не курю. Вот сейчас это точно не для понтов, это чтобы вы понимали изначальные условия. И у меня со зрением все в порядке. Я сваркой занимался очень мало. Дальше, понял, спасибо, пожалуйста. И из полтинника я бы взял этот телефон, либо любой OnePlus. Да, он оверпрайснутый, да, не оборзели, да, еще раз да. Но у меня OnePlus 7T Pro, я его захейтил стандартно в обзоре, но лучше телефона по оболочке я не встречал, по прям всему. Если я не вижу где-то супер гладкость, то всегда, точнее, или вижу, что вот там телефон начинает норм. Я беру OnePlus 7T Pro и понимаю, что такое хорошо и что такое плохо. Как вы понимаете, OnePlus 7T Pro все топ. Либо второй вариант у супруги 11 Pro Max брать. Подскажи, кто больше, OnePlus в плане... Не понял.
Huawei же лучше, чем OnePlus в плане экосистемы. Андрей, это когда вы не попытаетесь накатить на него Google сервисы. И если вы планируете покупать Huawei-ский планшет, Huawei-ский ноутбук, понимаете? Я думаю, сейчас Poco X3 не покупать. Дима, и не из-за форумов, а из-за того, что происходит в инфосреде по поводу Xiaomi. То есть даже если их не заблокируют США, все это время я уверен, что у них сейчас будут падать цены, прям падать. А Poco X3 NFC сначала, Татьяна, так как вы девушка, все девушки, что я читал в комментариях, выбирают Realme 7 Pro из-за габаритов. Это, извините за выражение русским языком, оно не мат, но ругательное, это прям дура. То есть, если вы берете эти два телефона, вот эти вот полсантиметра, вроде бы вот полсантиметра, как это показать-то? Вот эта вот мелочь пузатая, она решает, она прям решает. Даже это не вот это вот все вот эти грани, а когда вы девушкой берете лопату в руки, вы потом смотрите, наверное, на своего любимого с взглядом, где мой iPhone mini? Я вас понимаю. Или где мой Pixel 4? Роман, я вас еще раз забаню. У меня абсолютно не такой канал. Давайте вот сразу скажу еще раз по поводу политики всем. Я считаю человека... Нет, меня сейчас могут посадить за это дело. Давайте как-то по-другому. Я считаю, что вся политика тех, кого вы сейчас вспоминаете, настроена на то, чтобы выявлять несогласных. И что она не принесла никаких плодов за те года, что я в этой стране живу. Она только помогла завернуть гайки в моей стране, в которой я... может, кто-то еще живет, но вот я вижу результаты. Я не вижу хайп. Я вижу доходы, чувак хорошо зарабатывает, и я вижу... Вот все я вижу. Я старый. Я понимаю, чем отличается нижняя и верхняя палата парламента. Я понимаю, что такое ветви власти. Я знаю, что такое разграничение полномочий. И я понимаю, что эта личность и вот это шобло вокруг сделала для того, чтобы нам с вами перекрыли давным-давно кислород и продолжали это делать. Welcome, спасибо. Все, что он сделал, все, что они сделали. И развлекалово для нас. А дальше, какой Realme телефонов самый автономный? Я сейчас для вас расскажу. Давайте, друзья, уверен, что есть молодежь и есть кто-то, кто готов подождать 1,5 минуты для того, чтобы узнать какую-то вещь, о которой вы не знали. Допустим, по поводу политики. Я очень советую вам смотреть Шульман. Нет, та фэт-личность, которая сидит наверху, это уже не личность. Это прям хуже всего. Я еще раз фэт объясняю. Я не левый, я не правый. Я за правду. А правда заключается, друзья, в том, что вы даже понятия не имеете, как работает государственная структура. Вы не знаете, что такое лоббизм. Большинство молодежи, если дети здесь. Вы не знаете, как работает это все в Европе или Америке. Вы знаете, вы говорите, должности продажные. Сколько должностей назначает президент США? Вот вы сначала погуглите, он встает в должность и назначает 4000 должностей сам. Губернаторов, прокуроров, там чертова туча людей. И все эти должности он официально продает. Единственное, что их отличает от нас в плане коррупции, то, что он с этого дела платит налог, и это прозрачно. И вот на этом я с вами хочу закончить диалог по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, потому что и левые, и правые у нас, в моем понимании, падшие люди. Точка. Опасные речи ведешь. Ценитель прекрасного. Нет никаких опасных речей. Я люблю свою страну. Я за то, чтобы люди здесь становились умнее, счастливее и богаче. Вот. Шульман красивая и умная женщина, самое главное, Кирилл. Спасибо, что не все сбежали. Политика, да, Женя, это не мой конек, потому что я был и крайне правым, и крайне левым, а теперь я просто вижу, как все это работает, и благодаря Шульман тоже. И это печально. Субъективно, где ваш скролл больше нравится, на айфоне или в OnePlus? На айфоне. Когда придет Mi 11? Mi 11 лежит на таможне в России уже дней 8. Я не советую его покупать сходу, друзья. Я его купил себе вот так же, как Huawei, как OnePlus 7T Pro. Вот хочу я его. И он у меня, скорее всего, и будет. Я его вряд ли буду продавать. Тебе надо новый канал с политикой сдать. Не-не-не, Спарки, никакой политики. У меня есть второй канал для стримов. Когда у меня появится лицо, если вы захотите узнать мою позицию, то вы ее узнаете.
А по поводу позиции из разряда, знаете, классовой, у меня бабушка не имела паспорта до 70, по-моему, 4-го года, она была как крепостной крестьянин. Я ненавижу, я, наверное, из тех, как это, рудокопов, которые ненавидят всех. Вот, и поэтому, чтобы было мне спокойнее, я просто в этом деле разобрался, когда-нибудь с вами этим делом поделюсь. Твой топ ТВС наушников именно по шумодаву для ПОКа? Нет, Артур, у меня есть просто топ по шумодаву ДЧК. Я не тестировал эти 5 моделей, по-моему, для... Кстати, скоро будет топ наушников лучших дороже $100. Константина Семина, Максим, надеюсь, это не какой-то радикальный канал. Давайте все, закончим политику. Спасибо большое. Виталий, Василий, всем спасибо, закроем эту тему. Просто народ приходит и пытается постить какую-то новость, которая не новость. Тут дебилу было понятно. Как будто я с вами не в этой стране живу. Вот. На что покомментируешь поменять Mi 9T? Порекомендуешь? Ни на что. Ходите с ним. Чем он вас не устраивает? Когда обзор на Realme X60 Pro? Ромал, когда мои обзоры на телефоны будут заходить, то есть если вы будете меня поддерживать своими просмотрами, репостами, заметьте, я репосты не вспоминал черт знает сколько, то тогда я буду покупать дорогие модели. Я не могу сейчас потянуть, купить там 5 телефонов по 50 тысяч, по 40. Я покупаю вот эти по 20-ки, по 15-ки, ну и как-то вывожу. То есть я купил 7 Pro, его продам, этот уже продан. Этот, по-моему, тоже. Ну, то есть у меня на все уже есть покупатели, потому что я продаю в основном чуть-чуть дешевле, чем я покупаю на распродаже на Али. X3 Pro глобалка, по-моему, да. Тебе тоже спасибо огромное за твой канал. Камиль, большое вам спасибо, что смотрите. Можно, пожалуйста, ответ на вопрос. 15 тысяч рублей, что брать? Realme 6 Pro. Если вы играете, можно Realme V3. В описании здесь его нет. Это самый дешевый телефон для игр, который я тестировал, и который меня прям, ну, я не знаю, это вещь. То есть, поэтому я не постеснялся человеку, который, еще раз повторяю, много для меня хорошего сделал, продать его дешевле. Хотя очень хотел оставить, прям нереально хотел оставить. Как у тебя купить телефон? Никак, Павела. Стать моим другом. Какой телефон Android будет равновесом iPhone 11 Pro по фото, видео возможностям? Александр, Huawei, почти любой, Huawei Leonor, вот P40, все версии P, к чему, кстати, давайте, 320 человек наконец-то узнают от меня супер правду. У меня был Huawei P40, ну точнее Huawei P40 Pro, вот у меня, я на него снимаю. До этого я снимал на Huawei P20 Pro. Так вот, Huawei P20 Pro не особо сильно и отличается по фото и видео возможностям. Если вы купите Honor 30 Pro, 20 Pro, 40 Pro, то все будет хорошо. Как стать твоим другом? Я не знаю, Юрий Март. Я очень избирательный из Кузи. Вы, в принципе, все мои друзья, но не до такой степени, чтобы я продавал вам смартфоны, потому что вы не рядом со мной, в первую очередь. 11 Plus вроде как уничтожает. Тесты, поверьте мне, не имеют никакого значения. Huawei P40 Pro выбивает 500 тысяч в Antutu. Это абсолютно не рассказывает о том, насколько он крут. А он нереально крут. И поэтому, наверное, я не делаю на его обзор, потому что он все равно будет хейтерским, а я понимаю внутри, что телефон-то крутой. Повторяю вопрос, так и не услышал ответ. Какое мнение о Mi 10 Lite? Mi 10 Lite никакого мнения, я его не тестировал, я его не покупал. Я купил Mi 10T Lite, по-моему, и мне его не выслали за 40 дней. Какой ролик ты снимал на Realme 7 Pro? В обзоре на Realme 7 Pro я говорю, какой ролик я снимал на Realme 7 Pro. Предыдущие до него. Я про тесты фото и видео. Бульон наваристый, я ничего не понял, но окей. По батарее кто лучше? Супер, это Realme 7 Pro. Самое дно это Redmi 9 Pro. Если вы хотите по цифрам, то чертова туча, чертова туча чего? Чертова туча сайтов предлагает нам узнать, какие характеристики у какого телефона. Если брать характеристики, допустим, у... чего? Что вам интересно было? По емкости аккумулятора она не совсем отражает реальность, потому что меньше всего поедает аккумулятор тот же Realme 7 Pro. Хотя у него аккум вообще очень скромный на, сейчас скажу, и в Antutu он не так много выбивает. На 4500 мАч. Вот. Время работы аккумулятора заявляли на 13, но, по-моему, это 8. Вообще все около того по времени работы, кроме Poco M3 и кроме Redmi Note 9. Я не знаю, откуда у них 26 часов.
Redmi Note 9 Pro. Ну, говорю, здесь дикие цифры. Для этого, наверное, нужно было свою таблицу какую-нибудь. Не хочу я. Там кого сейчас... один канал сейчас в инсте забанили. Читали, да? За Sony. У меня на Sony там 3 хейтерских обзора, так что я сижу и трясусь в прямом смысле. Redmi Note 8T или 8 Pro. Я на 8T не делал обзор. Друг, Муры, я еще раз повторяю, вот вы сейчас на канале, если вы смотрите реально весь стрим, если вам интересна моя позиция по смартфонам, она будет только такой. Никаких там магазинов, бегите с моим промокодом. Я тупо буду кидать на Али. Да, у меня есть от Али профит, то есть я получаю от этого какие-то бонусы. Но, чтобы вы понимали, мне вообще плевать, где вы покупаете. В этом-то и прикол. И я не хочу проговаривать магазины. Мне чертова туча магазинов предлагают девайсы, дорогие, супер дорогие. А я хочу прочувствовать все, купить, посмотреть, как оно дошло. И могу себе это позволить. ТЧК. Что мне присылают? Мне прислали Nord, я уже говорил. Эти телефоны никакие не присылали, это я покупал на Тмоле, X3 Zoom. Все остальное я покупал просто тупо на Али. Притом максимально дешево, и все это дошло, кроме Mi 10T Lite. Если вы хотите этот магазин, я укажу в описании и напишу, что не брать вам. 40 дней они морочили мне голову, через 40 дней они написали: иди ты в топку, и нам плевать. Что лучше, новый Realme 7 Pro или БУ iPhone XR? Всегда БУ телефоны не покупать, ни за что. Сань подключал Bluetooth колонку к последнему проектору. Проблем с этим не было. У меня не было, Алекс, но я его не очень долго гонял. Бро, вообще, мне кажется, с колонкой там не будет супер фонтанно, потому что они все практически дешевые туда запихали, кроме всего, что касается проигрывания. Там и железо старенькое. Я бы советовал тебе проводные подключать, да и в принципе звук получше будет. Как взять Realme C3 на M3 или дождаться очередных скидок на Poco M3? Я бы взял, подождал скидок. Poco M3 достойный аппарат в районе девятки. 64 пикселей на Realme 6 Pro или 48 на Realme 7 Pro. Спарки, дело было не в бобине. Вообще все эти цифры это просто лабутень. Я вам слово даю, что вот то, как вам показывает, это размыливает, это еще что-то. Единственное, да, мужики молодцы, заморачиваются по фотографиям ночью. Но я при вас показывал, что делает вспышка. Вы очень часто реально без вспышки фотографируете. Вы реально выходите и фотографируете эти бедные улицы. Вы, блин, стоите там и выверяете что-то, и вы думаете, это мыло кому-то нужно будет. Да? Вы понимаете, что нам навязали вот эти все камеры, навязали. Нам навязывают мощности в процессорах играми максимально емкими. Вы знаете, что принесло больший доход? Игры на компьютерные игры, на плойках или мобильные игры в 2020 году? Я вам расскажу. Мобильные игры. А знаете, почему их прокачивают помимо денег? Потому что они сажают вот эти вот аппараты, они дохнут быстрее. У кого есть компьютер, объясняю на пальцах. Энергоэффективность, температуру, еще какая-то лажа. Если вы на процессоре термопасту меняете, да, там другая тема. Почему в компах так не делают? Почему здесь мы не меняем термопасту? Вы разборки видели? Люди рассказывают на разборках очень дельные вещи. Вечных телефонов не бывает. И любое устройство, девайс, любой из них, производитель вкладывает в стоимость надежду на то, что он ёкнется через 1,5-2 года, через год, и вы придете покупать новый у него же. То есть он должен быть в меру хорош, чтобы вы продолжили его покупать. И в меру проблематичным, чтобы вы подсели на его операционную систему, чтобы вы подсели на его хранилище, и вам было просто лень переходить с одного на другое. Вот. Дальше можешь, пожалуйста, ответить на вопрос, что лучше, Xiaomi 9A или Realme 6? Не могу, Александр, к сожалению, я их не тестировал. Я еще раз повторяю, сегодня я Xiaomi советую продавать, а не покупать. Почему? Потому что завтра, возможно, вы проснетесь с Google сервисов и вы очумеете их продавать. Я не верю в то, что все это пройдет по лайту. Я понимаю, что это хайп для людей, но вы видели, что я не делал ролик по этому поводу. Я не делал заявление в стриме, что будет Xiaomi или еще какую-то штуку. И первый час вообще про это не вспоминал. Не час 40 минут. Поэтому очень-очень советую вам взять что-то другое. Вот. Продавал Xiaomi, спрос минимален. Палево, во-первых, очень большое предложение на Xiaomi, поэтому спрос минимален. Во-вторых, потому что все хотят навариться. Вы же не продавали его за 15 тысяч. Я буду, наверное, где-то за 15 продавать. Poco же это Xiaomi. Poco Xiaomi. То есть вот эти три телефона Redmi, Poco и Poco. Это все Xiaomi. Скоро конец. Саша, возможно. Давайте не будем. Артем, пожалуйста, сделай обзор на Samsung Galaxy Buds Pro.
Bats Life хлам, и больше не ставьте столько ручек, я вас понял, постараюсь сделать. Да не обрежут Google сервисы старым аппаратом, как в Huawei. Семен, но это объясните людям, которые сейчас в диком хайпе будут продавать девайсы. Я не говорю о том, что вообще что-то будет. Я говорю о как сформулировать-то попроще. Как продаванам говорю. Вот. На Huawei остались же бульон. С чего это? С чего это Google сервисы остались на Huawei бульон? Почитай про проблемы для того, чтобы установить на Huawei, что нужно. Дичь впариваешь про Google сервисы. Михаил, да, конечно, вы, наверное, мозг, и вы вообще понимаете, что такое накатить прошивку на телефон, у которого нет Google сервисов. Эти Google сервисы. Что скажете о первом впечатлении от презентации Samsung? Я говорю, дети, пожалуйста, покиньте канал. Дети без мозгов, вот честно. У меня меньше 7% вас, у меня поэтому канал не растет, но я уважаю взрослых. Или уважаю людей с мозгами. Либо мы меняемся информацией, либо вы идете в топку. И это норм. Вот. Мат, Чирикс, я тебя не удалю, не заблокирую. Мата и хамства на канале нет. Можно в двух словах, не успел, до 20 тысяч OnePlus Nord 10 самый топ в плане операционки, по моему личному мнению. На тех, что вы сервисы никто не убирал, только на новых, что вышли уже после санкций. Бульон, магия жизни, ты завтра какой телефон будешь покупать? Старый или новый? И люди будут когда гуглить проблемы с Huawei, как ты думаешь, они будут разбираться, что вот на этом телефоне никаких проблем нет? Или ты имеешь в виду кто-то супер старой модели? Когда санкции ввели, дату напиши, пожалуйста. Вот почему и спрашиваю за Honor 20, потому что Google и он или 7 Pro. Пум-пурум-пурум, опилки. Я не тестировал телефоны Honor, но я уверен, что они хороши. Сможете ли вы сами накатить прошивку, это вопрос. Глючат ли телефоны Huawei с прошивкой с Google сервисами? Мое мнение, да. То есть вот мой Huawei P40 Pro, он лагает. Не забываем прожать лайк за труды, потому что я, наверное, много лишнего говорю, и хейтеров у меня прибавляется, так что, надеюсь, вы поддержите этот канал. Пусть моя правда, пусть она не истина, потому что правда она такая относительно, но она есть. И опять же, исключительно с критической точки зрения. Realme 7G берешь? Еще раз, друзья, что я покупаю? В прикрепленном комментарии мой телеграм-канал со скидками. В чем прикол этого телеграм-канала? Не то, что я постю там супер выгодные предложения, черт с ним. Не то, что я постю свои промокоды личные. Их все равно потом оттуда выдирают и постят в сети. А то, что я туда скидываю, что я покупаю. То есть вы можете знать, что я для себя оценил для обзора, что мне интересно. Если мне интересно, поверьте мне, вы это дело сможете перепродать потом. Как вам Realme в сравнении с MIUI? Мне не нравится MIUI, мне не нравится вот это вы уверены. Вообще ненавижу. И все равно об этом не говорю в роликах, но я это дело очень сильно не люблю. Возможно, такой вопрос был или не по теме. Будут ли наушники от Jabra 80-й модели? Сначала Виктор будет на 75-ю. Я их очень давно тестирую. У них есть два лютых косяка, за что я скажу, чуваки, уши, конечно, норм, но я бы на месте адекватного человека их не покупал. Вот. Но, вот опять же подход мой, видите, они у меня, наверное, месяца 3, чтобы вы понимали. Я если не знаю, как сказать о девайсе так, чтобы я считаю, это было полезно, а вы оценили, полезно это или нет, я об нем пока не говорю. Вот. За Xiaomi обидно, я хотел купить Poco F2 Pro. Норм аппарат, если купите с хорошей скидкой, но вопрос остается открытым, что будет. Все, что я советую по наушникам, есть в топах, друзья. Утрудите себя, специально утрудил себя я и сделал 29 топов, топ-10 на канале. Вы заходите в плейлист топы и наслаждаетесь короткой информацией, максимально сжатой информацией в максимально короткие сроки. Можешь посоветовать Honor Magic Earbuds Realme 7 Pro? Но мне они в принципе, Леонид, нравятся, поэтому как я могу их не советовать? Вы же топ мой смотрели. Сильно отличается оболочка Realme от Xiaomi. Очень многие... Я сейчас расскажу вот мое ощущение и впечатление Realme от Xiaomi. У Xiaomi, по моему мнению, в каких-то моментах больше порядка. Но у Xiaomi больше тангонированной рекламы. Я не знаю, как это объяснить вам. Короче, тебе нужно больше в нее вникать. У Realme много, в моем понимании, опять же, настроек лишних.
Но они не бывают лишними, потому что если ты хочешь заморачиваться с ними, ты заморачиваешься. Если ты не хочешь, ты не заморачиваешься. Я лично не понимаю людей, которые смотрят новые фишки MIUI, бла-бла-бла. Блин, я взрослый человек, мне надо видео посмотреть, фото снять, в игрушку поиграть, если там меня все достало, и вот антистресс у меня не бутылка пива. И все. Что мне еще от аппарата надо? Смотреть, как сделать, ну, герцовку, окей, максимальную сделать. Ну, там дурачку понятно. Вот, накладные наушники, кстати, Tronsmart я не купил, а вот не Tronsmart, а Anker Q30 я все-таки купил. Я сломался, наверное, существуют какие-нибудь блогеры, которые сейчас у меня сидят. Всем привет, кстати, тоже. Можете тоже купить, пообозреваем. Накладные наушники немногим нужны, но очень многие спрашивали. Realme 7 Pro или Poco X3 для игр будет более актуален. Для меня Realme 7 Pro, потому что все эти герцовки, я говорю, это все, ну, Филькина грамота, ну, как без оболочки, которая супер оптимизирована, как без игр, которые оптимизированы под 120 Гц. Вы представляете, какое железо должно быть внутри смартфона, чтобы он нормально вывозил 120 Гц? Вот сейчас на пальцах, людям, которые не понимают, и я очень надеюсь, сейчас вы меня услышите. У меня монитор Xiaomi, огромный, 32 дюйма, вы его видели в обзоре на канале. Я его юзал, у него 144 Гц. Как вы думаете, какая видяха его вывозит, более-менее? 2070 супер. А как вы думаете, зависит ли герцовка, как она работает в телефоне от железа, которое внутри? А теперь вопрос дня. Ну, вы понимаете, к чему я клоню. Плевать ли, что это полубюджетный телефон с высокой герцовкой? Уверен ли ты, что в этом полубюджетнике все будет с этой герцовкой работать без лагов? Сразу отвечу нет, вообще нет. И даже в супер каких-то телефонах без лагов с супер герцовкой ничего не будет работать. И это любому дебилу ясно, но благополучным образом миллионники об этом умалчивают. Даже супер честные, которые не облизывают Xiaomi, облизывая его с ног до головы. Я сегодня очумел от Redmi Note 9 Pro от обзора. Я просто выпал. Как это смотреть можно? Дичь. Чуваки, ладно, извините, взрослые люди. Так вот, по поводу герцовки. Вы представляете, как мало игр оптимизировано под 120 Гц? Вы представляете, как мало программ оптимизировано под это дело? И вы представляете, какое должно быть железо, также оптимизированное под это дело? От оболочки зависит 95%. Да, Дима? Да. Серж, Саня, я потихоньку подходил к этой теме. Меня очень много людей отписывается из-за обзоров на телефоны. Это я сейчас не ною, потому что вы заметили, эта тема не в ролике, это после часа, мало кто выдержит стрим на час. И я все равно, ну, как бы, это ем. Ничего страшного. Ну, отпишутся, потому что я хочу в этом деле разбираться. Как думаешь о покупке iPhone 11 Pro в Америке? Если сильно выгодно, то а что делать? Рискни. Опять же, если ты готов потерять эти деньги. Я говорю, я часто повторяю, если вы готовы потерять средства, либо заморозить их, как на Али, там, на 40 дней, то тогда да, на 3 месяца. Но я говорю, я себе не могу позволить купить все в магазине, и поэтому никогда не даю на них ссылки. Возможно, меня жизнь заставит, то есть я сейчас уволюсь, мои пассивные доходы упадут конкретно, и вот раком поставят, и я буду упоминать какие-то локальные магазины в своих роликах. Я вам скажу честно, мне будет стыдно, я буду про это вспоминать, скорее всего, на стримах, потому что то, какое ценообразование конкретно у меня в Российской Федерации, это за гранью добра и зла. То есть, когда ты можешь купить телефон там, за 24-25 тысяч рублей в магазине, он 36-38, ну это дно. Ну это ниже дна. Когда Poco на сейле стоит 8,5 с доставкой, вы понимаете, китайцы еще за доставку платят 8,5 кусков. 8,5-9,5. И ты идешь в магаз и смотришь на него цену. Загуглите Poco X3, вы очумеете. Точнее, Poco M3. Это все Xiaomi. Почему у тебя не очень хорошее отношение с Xiaomi? Stranger, потому что вот лежит у меня Redmi Note 7. Помните его? И найдите 10 отличий во внешнем виде. Дорого-богато и недорого-богато. Дорого-богато и недорого-богато. Штука, о которой хотелось кричать, и штуки, о которых хочется говорить постоянно но. Безликий, зачем такая камера и герцовка, и почему везде дорого, а на Али вообще норм, 8,5, вот это норм. Поэтому я считаю, что... Нет, я не говорю, что в Realme есть ОС. Котик, я как раз говорю, что в Realme нет практически рекламы. Я говорил про рекламу в Xiaomi. Возможно, еще раз, друзья, я работал сегодня при минус 34 градусах в сутки.
вчера я начал работать, сегодня к обеду я закончил работать. И чтобы вы понимали, когда ты долго на морозе находишься, умнее ты от этого не становишься. Поэтому я сегодня не стал выгружать ролик, но стрима у меня не было 2 недели. Я думаю, что я во всяком случае по вам соскучился, и я думаю, что некоторые мои подписчики соскучились по такому общению. Потому что для меня это как, если бы я курил в курилку сходить или сходить в кофейню с друзьями. Вот, вопросов, Realme запись разговоров есть, уже нет. То есть они то выпиливают, то закидывают, то выпиливают, то закидывают. Смотря в каком. Я сейчас могу посмотреть. Подождите, кем работаешь, если не секрет. Зиновьев, я в обзоре говорил, кстати. Зиновьев, я работал инженером, и 31 числа это дело закончится. Вот, 14,5 по КМ3 это просто оверпрайс, 9,5 да. Зачем вам 128 гигов, когда вы покупаете супербюджетник? Зачем, когда вы стараетесь супер сэкономить, если за 15 можно Realme 6 Pro купить на распродаже? Вот убейте меня нежно. Весной опять посадят народ на карантин. Ну, посадят, значит посадят. А какой смартфон купить до 15 сантиметров в длину, если останется кого сажать на карантин? До 15 сантиметров не знаю. Слыхал про какие-нибудь проблемы с Vivo TVS Neo? Я слыхал вообще про проблемы с любыми девайсами, с айфонами тоже. Все бывает, так сказать. У Realme нет запчастей. Ну, котик, а вы изначально покупаете телефон как типа шины купить, потом, не знаю, подвеску поменять? Это не к тому, что я топлю за него. Мне вообще, говорю, в принципе, из всех мобил Huawei, про которые я никогда не рассказываю, iPhone, который все хейтят, облизывают те, кому надо там сделать себе имя и быстро набрать подписчиков. И как бы, вот я говорю про топ, ну как не убого это звучит, топ за свои деньги. Извините за копипаст рекламы, но вот 8,5 топ за свои деньги. Там, не знаю, в районе, по-моему, 14. Говорю, посмотрите мой стрим на 266 тысяч я потратил на Али 11 ноября. Я указал все эти цены. Это в районе 17 можно. 7 Pro, Realme 7 Pro можно было купить в районе 17 тысяч. 17 200. Я купил, потом ступил за 19 200, по-моему. Или 19 100. Вот. Realme 6 Pro я не помню за сколько купил, но мне кажется в районе 15. Realme X3 Zoom я купил в районе 26 тысяч я отдал на Тмоле. И Redmi Note 9 Pro купил Poco X3, вернул, заказал Realme 7 Pro. Миша, в плане после стрима или вы просто пощупали его? Александр, какой у тебя iPhone и почему? У меня нет iPhone, у меня у супруги. Я купил 11 Pro Max, она его юзает. Вот, у меня вот здесь ее прошлый 7 Plus. Когда перееду в Петербург, первое, что сделаю, это куплю ей 12, какой она выберет, и себе заберу 11 Pro Max, как основной телефон. Видите, как честно? Саня, спасибо за ролик, вы имеете в виду стрим. Дальше, какой самый автономный Realme 6? Вообще не понимаю. Подскажи, пожалуйста, как проводные наушники затычки до 55, топ-10 на канале. Слишком много странных вопросов, друзья. Я Poco F2 Pro, уже это интересно. Хожу, жене на Новый год купил 12. И сам задумался о переходе на яблоко. F2 Pro норм, но поверь мне, как только ты поюзаешь iPhone, и ты поймешь, что это за оболочка, если у тебя есть деньги на ноутбук, то, скорее всего, от яблока, то, скорее всего, ты перейдешь. Я переходить не буду намеренно полностью. То есть я буду его юзать, чтобы каждый раз напоминать себе и вам, что, друзья, но это все-таки вещь. Делает тест звука через Bluetooth, через BT. У меня Divum, Wunbox с iPhone, Samsung звук кайф, Xiaomi печаль. Поверьте мне, именно через это я и делаю. Дальше бери Анкера. Купил. Я еще раз повторяю, в прикрепленном комментарии есть ссылка на мой телеграм-канал с промокодами, моими личными, выгодными приложениями, ну, когда они прям мне вот заходят, и я считаю, что это дело можно перепродать гипотетически, после того, как поиграетесь, или просто перепродать. И третий вариант, я скидываю туда то, что сам покупаю. И если вы проскроллите, то вы увидите, сколько там всего интересного еще меня ждет, как и вас. Сорян, не можешь подсказать про компактное устройство вроде Redmi 4X? Не, ничего не могу, к сожалению, это только пикселя у меня из компактов и более-менее Realme 7 Pro. Все равно двуручный режим, ничего не понял, но окей. Poco X3 или Note 9T? Игры и герцовки наплевать, тогда я не знаю, что сравнивать, извини. Спасибо за твои видосы, очень часто перед покупкой смотрим с друзьями. Саня, пожалуйста, и говорю, добавляйтесь в телеграм-канал, где
людей много под 5000 и смотрите, что люди советуют. Потому что, говорю, у меня одно мнение, у них другое. Но поверьте, если они перешли через этот канал и их там не забанили, и не забанили на моем канале, у них есть мозг. Или хотя бы есть немного мозга и уважение к окружающим. У нас все там максимально все жестко. Realme 6 Pro или 7 Pro? 7 Pro AMOLED, ТЧК. Я не знаю, я говорю, я не знаю, сколько надо было заплатить. Ну, это, скорее всего, не оплата, это, знаете, набрать себе подписчиков. Потому что Realme 7 Pro, ну, точно не хуже, чем 6 Pro. Я не знаю, как можно выжимать из себя информацию, что чуваки там 60 Гц всего, бла-бла, они что-то там выпили по камерам. Да это все такая бредятина, когда ты получаешь в руки это и это. Я говорю, приходите, ну, найдите в большом городе магазин и постарайтесь, ну, я не курю Ромарио, но если бы это было, да, если бы это было именно в плане курить. Вот, друзья, еще раз напоминаю, я не против алкоголя, но я против курения очень сильно, не в плане того, что я общаюсь с людьми, которые курят, но если у вас есть гипотетическая возможность эту пагубную привычку побороть, ваш мир изменится в лучшую сторону, поверьте мне, качественно, как бы у вас не было много денег или мало. Бульон, что качественные истории лучше, чем на любом андроиде. На что перейти с Mi 2S? Mi Mix. А зачем? Ну, ты привык к Xiaomi, на что-то из Xiaomi дорогое. На Poco F2 Pro, допустим. Что думаешь о Realme? Ну, опять же, на Xiaomi переходить опасно. Realme Q2. Хорошо, скинь все, что вы хотите, чтобы я купил на обзор. Кидайте в комментарии под видео. Ничего страшного, если комменты исчезнут. Я это вижу в проверяемых комментариях. Постараюсь купить. Вот. Польза, какой бы ты взял телефон до 40 баксов? До 1400 баксов. Ёшки, гагошки, это прям много. Там чуть-чуть добавить, и можно уже покупать какой-нибудь нормальный OnePlus. OnePlus. Саня, полумарафоны бегаешь? Нет, максимум я бегаю это на улицу и снимаю что-то, потому что я сейчас в режиме, я 4 месяца увольняюсь, друзья, и я намеренно сплю очень мало. Вот, я занимаюсь вот исключительно железками, плюс я отдельно от семьи, и мне ее не хватает, поэтому как бы спорт по минимуму. Иногда бегаю в спортзале часик, все просто. И как только я сейчас уйду, все будет в огне. Буду бегать. Может, будет меньше обзоров, но бегать буду точно. Когда ближайшая хорошая распродажа на Али? Артур, ежемесячно, как только она будет, как только будут скидки, я эти скидки заранее скидываю и промики для распродажи в телеграм-канал со скидками в прикрепленном комментарии в свой. То есть вы узнаете об этом первый, а мне об этом пишет Алиэкспресс раньше, чем вы увидите рекламу. По курению, бросив курить утром, даже легче просыпаться и сил как будто больше стало. Это, говорю, единственное, что я считаю пагубное вообще из всего, что продается, это просто огромные деньги. Наверное, в первую очередь медикам, которые рак потом лечат, которого типа нет. Да, OnePlus и Pixel 4a 5G. Но я не радикально говорю, я спокойно также стою рядом пассивным курильщиком. Вообще, у меня не было на руках Pixel 4a, но поверьте мне, все, что нельзя подержать в руках, опасно брать. Попробуйте OnePlus какой-нибудь, любой. Подождите, скоро, кстати, мне написали, в феврале будет OnePlus новый. Саша, стоит избавляться от Poco X3 и брать что-то другое? Ичи, я не знаю, я бы избавился, но если за те же деньги можно. Очень жду обзора Meizu Pop Pro. Я купил, не знаю. Xiao стал не тот, то AMOLED ставят, то все остальное старое, какой IPS, но с снапом 8. Захотел AMOLED без закругления экрана и современной начинкой, ищи свищи. Есть такое дело. Все понятно, что делаешь обзоры на дешевые ведроиды, потому что именно их берут на Али, а Али тебе платит, сам же предпочитаешь iPhone. Мистер Зен Палева, если вы включите мозг это там, где у вас нос и глазные яблоки, вы погуглите на моем канале iPhone 11 Pro Max обзор, посмотрите. Ну, хотя вряд ли вы умеете слушать, но постарайтесь. Redmi Note, точнее Xiaomi Mi 9, OnePlus 7T Pro, Pixel 4, Pixel 4a. И в тот счастливый момент времени, когда вы научитесь писать, писать это печатаете вы в строке печатаете, потом ищите поиск, смотрите мой обзор. Но это сложно, но я думаю, рано или поздно, через лет 7-8 вы освоите это дело.
посмотрите и поймете, что как раз дорогие аппараты я хейчу. А вот эти аппараты я купил довольно быстро, довольно просто, чтобы быстро и просто за 2 недели о них рассказать. Рассказал так же, как я делаю с наушниками, скопом. И если вы напряжете свой мозг, опять же там, где ноздри, и посмотрите обзоры на них, вы поймете, что ни один из них я не советовал. Но там же мозг, где ноздри. А какие накладные наушники 6000 рублей можешь посоветовать? Спасибо за ответ. Еще раз, из всего этого по оптимизации я советую исключительно, что правильно, OnePlus Nord N10. Здравствуйте, слушать, опробовать Realme X2 Pro. Что можешь сказать про данный аппарат? Realme X2 Pro это аппарат, который я не тестировал, но мне очень много людей его советуют протестировать, и говорят, что он лучше, чем все, что я тестировал до этого. Почему опасно переходить на Xiaomi? Еще раз, Алексей, еще раз, 300 человек, которые только что сюда пришли, не забываем сделать магическую вещь. Прожать лайк и прочитать новости по поводу проблем у Xiaomi с США и Google. Вот. Они уже в списке в черном, и им придет трындец. Вполне возможно, как у Huawei. Скорее всего, это даже не связано с тем, что они там, ну, мое субъективное мнение, как вообще обыватели, наверное, я даже меньше, чем вы разбираюсь, многие из вас. Есть магический у нас рынок. Xiaomi подвинула всех, очень многих. И почему бы не подвинуть Xiaomi? А как подвинуть Xiaomi, как не лишить Xiaomi Google сервисов, правда? И это идеальный лайфхак. Яблоко начнет продаваться лучше. И остальные девайсы тоже. Это по-любому их подкосит. EMI мне не нравится. Фарка, еще раз повторяю. Как тканевый чехол на Pixel с Али. На Pixel 2 был норм, но быстро испачкался. На Pixel 4a оригиналы были. Алекс, конечно, они будут опровергать. Я, если честно, на 99% уверен, что они вообще не боком, потому что, говорю, посмотреть, сколько у них лабораторий и Huawei, но я вообще не понимаю, что они могут разрабатывать, кроме туалетной бумаги. Они нормально копипастят технологии, у них настроено все это дело, чтобы что-то создавать, но это не концерн. То есть они делают товары для нас. Как тебе наушники QCY T5 Pro и стоит ли их брать? У меня был обзор на них, это старые очень ушки и все. Они могут вам попасться с деградированной батареей и очень многими проблемами. С Poco X3 на P30 Pro стоит переходить? По аппаратам это небо и земля по работе, поверьте мне. Я не знаю, захотите, перейдите. Понятно, в сторону P30 Pro. По проблемам с Xiaomi. Скоро китайцы поддержат Google, сделав качественное свое. Все для глобала. Свежо предание, да время идет. Расскажите это Huawei и тому, сколько они теряют. Здравствуйте, что лучше взять до пятнашки? Realme 7 Pro где-то 19, Realme 6 Pro я бы взял. Realme 6 Pro, либо Poco X3 NFC, если вы верите, что у Xiaomi будет все хорошо. Либо, если у вас все норм, что сделать? Если у вас все норм по деньгам, OnePlus Nord N10. Посмотрите, в описании есть обзоры на данные девайсы и есть ссылки на них. Соответственно, всегда обзоров на лоукосты очень много. Но вы поймете, что они как копипаст, почти одно и то же. Да, он не в настроении, задал ему вопрос по презентацию Samsung, подгорел знатно. Нет, Слик, почему? Я про Samsung, по-моему, ничего никому не сказал. В каждом видео триггерит, как ты на бетон экраном клацаешь. Ну, скузи. Ок. В чем скролл? Бульон, я тебя забаню. Устал я от тебя, пожалуйста. Да, согласен, теряют много, а Huawei вообще не сильно печально. Особенно в сфере телефонии, 5G и прочее. Да, все сильно печально, очень сильно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что можете слушать наушники топ-10 на канале и на Sabat X12 Ultra давным-давно тоже был обзор на канале. Не забываем прожать лайк за труды и написать, если вы вдруг осилите этот стрим в записи, как вам такой формат, стоит ли проводить эти стримы. В прошлый раз стрима у меня не было на прошлой неделе, и нужен ли вам такой формат. Вот. Если все будет good, в начале февраля я распакую при вас кнопку YouTube. Вы представляете, как бы, ну, я вам даю слово мужское, что я
рад был получить эту кнопку. Она у меня со 100 тысяч подписчиков. По-моему, когда 140 тысяч я ее заказал, то есть была возможность получить. Сейчас подписчиков 206 тысяч. И все это время я хотел ее вскрыть. И ждал, когда у меня появится эта возможность для того, чтобы сделать это вместе с вами. Звук был какой-то, растешь. Ну, Александр, я расту меньше, чем другие техноканалы, потому что, опять же, политика у меня простая. Я в конце ролика чаще всего расстраиваю людей, которые что-то купили, и они уходят. И это нормально. Но как бы я считаю, что кто-то возвращается, потому что ничего плохого нет знать недостатки. Все вот это вот прям суперское вы везде можете увидеть. Только про телефоны сегодня? Нет, я про все рассказываю. Ждем кнопку. Кнопка у меня вот здесь прям под столом лежит. Но буду распаковывать только когда уволюсь. С радостью посмотрим бы распаковку кнопки. Окей, на основном канале и сделаю в феврале, в начале февраля, в первую неделю. Добрый вечер. Что, по вашему мнению, лучше Xiaomi Mi 9T Lite, Xiaomi Mi 9T или Realme 6? Не тестировал ни то, ни другое, поэтому не отвечу. Можно купить что-то крутое у Huawei вместо Xiaomi до 17 тысяч на Али. Не мониторил. Я купил себе Huawei P40 Lite за 15 с копейками. 15-100, по-моему. Тестирую, расскажу вам, Алекс. Но чтобы вы понимали, очень много людей на меня напало, что у них ужасный экран. То, как его хайпели за те деньги, когда он начал продаваться, я бы в жизни не купил. Я вам слово даю. Но сейчас все лояльно, и за 15 я позволил себе, я уверен, что он этих денег стоит. Стоит ли брать Huawei P40 за 35 тысяч рублей? Если не про... Если вы Google сервисы уверены, что сможете накатить, то да. Не думайте, это просто интересно. Хорошо. Как тебе оригинальный тканевый чехол на 4-й пиксель, кроме цены? Огонь. Огонь, Станислав. Это вещь. Я не знаю, может быть, видите, очень часто ты какой-то девайс держишь в руках, но и помимо материалов у тебя осознание того, что ну лучше тупо нет. Это когда ты покупаешь последний iPhone, это когда покупаешь последний OnePlus, это когда покупаешь последний Huawei. Все последнее, кроме Samsung. Я считаю, если ты берешь в руки Samsung с их материалами, у тебя ощущение, что тебя обманули. Вот. Кого посоветуешь среди обзорщиков, кто говорит правду, только правду? Александр, мне очень импонирует чувак по фамилии... Я не хочу сейчас перепутать. Либо Игнатьев, либо Григорьев. Григорьев в Realme? Не, Григорьев уже, он, к сожалению, не там. А вот Игнатьев, он очень, ну, надеюсь, он меня не слушает и не смотрит. Очень надеюсь, что он меня не смотрит. Но он нудный. Вот прям мне тяжело смотреть даже. Я его периодически смотрел, когда у меня даже, сколько, наверное, тысяч было 10, у него было уже за 100. И вот мне нравится его формат. Я не разделяю многих его вещей, которые он говорит, но понятно, что он кое-что там тоже сглаживает. Но чувак в ту. Видите, как я прохайпил человека, с которым никогда... Я, кстати, рекламы на канале не делаю. И это, наверное, первый раз, когда я упоминаю кого-то. Мы не знакомы, я уверен, что знакомы не будем никогда. Если вы сможете осилить этот формат, смотрите. Есть у него много здравых мыслей, я бы сказал, очень много, но он много лишнего делает и не обращает внимания на вещи простые. Давид, я не знаю, кто такой Давид. Samsung правильно говорит, что выпускать флагман в дешевом пластике и брать дешевые бешеные деньги. Да, ну извините, в моем понимании Samsung рассчитан сейчас на глупышей. То есть, либо те, кому просто так дают эти телефоны, они потом так вытягивают язык и так перед камерой, ей! Вот, либо так. Давид, Астрал это вообще просто поржать просто и все. Астрал это чувак, который все по ТЗ лупит. Либо просто из разряда сел, давай что-нибудь чекни. У них, у Астрала есть 6 каналов, которые принадлежат одному чуваку. У них космическое количество просмотров, они гении SEO и гении картинки. То есть там есть такая штука на YouTube, когда ты правильно делаешь картинку, если ты правильно ее делаешь, он тебе лупит в поиск. И вот чуваки, которые владеют всеми этими каналами, они как сформулировать, у них свои агентства, в общем, они очень крутые в сети, если вам интересно это дело. Там все очень бессовестный. У кого ник плохой? Белый фон? Нет, по-моему, это норм, что такого? В черный список США Huawei, второй Xiaomi, ну и третьим будет BBK, OnePlus.
будет без гуглов. Я так не думаю. Как вам Huawei P20 Lite? Я не юзал Huawei P20 Lite, я юзал только Huawei P40 Lite и P20 Pro. Ой, P40 точнее Pro, P40 Lite и P20 Pro. Про P40 Lite будет. Если вам интересна тема про телефоны, и вот чтобы я покупал их так скопом, рассказывал потом на стримах в лайтовом режиме, я говорю, я не гружу вас, вы заметили, я бы мог сейчас лупить так же, как в обзорах народ делает. NFC, нет NFC, везде NFC работает. Что там сравнивать? Датчик освещенности у всех. У всех есть вспышка. У всех. У всех, ну, так или иначе она работает. У всех есть гироскопы. Все, как вы видите, кроме X3 с мини-джеком, с входом. Минимальная защита от влаги, ну, какая-то там почти у всех, но это все лабутень, потому что может этой защите прийти кирдык. Но Super AMOLED 7 Pro, наверное, надо было с этого начать, но как-то я вот так пришел сейчас. Сенсорные экраны везде, конечно же. Везде более-менее процессоры, но они прямо супер много не набирают, только X3 Zoom. Но X3 Zoom это аппарат уже 25 тысяч, а это все до 20-ки. Gorilla Glass у всех, конечно же, но у той же прошки 5, а 3 версия у нас у 7 Pro. Вот. По Antutu примерно одинаковые баллы, просадка конкретная у, конечно, у Poco, там 180 тысяч, все остальные 270 плюс-минус. Poco X3 там где-то он показывает 300 тысяч. Я говорю, я знаю, как они показывают на обзорах, чтобы было все красиво и побольше баллов, но что они делают? Но это ни о чем. Я считаю, это неправильно. В Poco X3 Pro есть вот такая сумасшедшая зарядка, которая по данным их на 65 ватт, ну точнее на 60 ватт. Сейчас 5 секунд посчитаю. Я проще посчитаю. Она заряжает его по их данным за 39 минут. Да, на 65 ватт. Вот, и по факту за 39 до сотки. Это нереально круто. У всех остальных в районе 30-ки 18 ватт это Poco M3 и Redmi Note 9 Pro. А нет, Redmi Note 9 Pro тоже 30 ватт. То есть все остальное там 33 ватта Poco X3 NFC, а все остальное вот где-то около того. И что еще интересного можно сказать? Камеры. Все, говорю, зависит от вас. Кое-где у нас есть 4К 60 FPS, и этот телефон почему-то, ну, когда вы смотрите, это Realme X3 Pro, вот Realme X3 Super Zoom. Так вот, в этом телефоне есть 60 FPS у 4К, но как бы все это на ваш страх и риск, говорю, все зависит от прямых рук, всегда. Можно на что угодно красиво снять. А по поводу экрана, самый маленький у Realme 7 Pro, он 7,4 дюйма. Следующий по размеру идет Poco M3 6,53 дюйма. И дальше идут уже огромные. Этот вообще 6,67. Этот, ну, все они довольно большие. Не забываем прожать лайк и написать потом в комментах, если кто-то перелистнет на это дело. Что сделать? Правильно, написать, что купить еще на обзоры, интересны ли телефоны. Я понимаю, что когда-то мне писали, чувак, в телефонах ты не разбираешься. Сейчас вообще разбираюсь. По злому разбираюсь. Поэтому их много и покупаю. Вот. Привет, если сейчас P30 Pro, стоит ли его менять на что-то? Нет. Если он тебя устраивает, зачем? Это Realme X3. Где Realme X3? Нет, у меня Realme V3 было. А это Realme 6 Pro, Realme 7 Pro и Realme X3 Super Zoom. Смотрел ваш обзор на Vivo TVS и Vivo TVS Neo. Никак не могу определиться. Я бы выбрал обычный Vivo. Александр, чем вас зацепил скол на айфоне? Чем он лучше, чем у того же One Scroll? Бульон. Все, ты убил меня. Kill them all, помнишь? К сожалению, я тебя заблокировал. Реально жаль. Привет, у тебя порядка 8 тысяч подписчиков на 2-3 месяца. Это ведь очень хорошо. Нет, у меня порядка 6 тысяч подписчиков за месяц, и это плохо. Вот. И я бы мог делать по-другому. Ну, как бы, чтобы вы поняли, когда мне интересно будет расширять канал именно в плане подписчиков, в тот счастливый момент я начну обозревать еще больше наушников. Это единственное, что нагоняет на канал людей. Телефоны нагоняют на канал хейтеров. Вот, мало хейтеров и уводят много людей. Потому что, опять же, у меня есть мои фавориты. Я не могу говорить
чуваки, бегите и покупайте. Вот все они ничего. Нет, они не все ничего. В это все я бы не играл. Вот я, как чувак, который играет в PUBG и Genshin Impact, я бы не играл. Из смартов Huawei P40 Pro. Последний iPhone. Huawei P40 Pro только если вы сможете Google сервисы накодить. Потом из смартов я бы посоветовал вам любой OnePlus. Да, оверпрайс, да, реально купить на распродажах, потом черт знает как пошлют за эти мини-деньги. Да, они такие стали типа... Так они и стали эпичными, чуваки. То есть как бы по факту, да, они сделали так, что они теперь крутые. Стоит ли сейчас брать Redmi Note 9S? Нет. Чем аукнется отсутствие сервисов Google? Я всегда их выпиливал, а скоро их с завода не будет, не понимаю. Бесконтактной оплаты. Думаю, на себя Poco X3 стоит брать. Помните, что у Xiaomi будут проблемы. Бедлан, привет, рад тебя видеть. А как вам смартфоны с выдвижными фронтальными камерами? Я хейтил за фронталку Redmi, OnePlus 7T Pro, на которой сейчас снимаю стрим. И что я могу сказать внятного по поводу этой фронталки? Что, к сожалению, она нормальная. То есть ничего плохого в ней нет. Когда будет ближайший обзор сравнения ТВ с ушей? Топ наушников будет на следующей неделе. Железно. Возможно, во вторник. Что лучше, CyberFox T1 или Nubia TVS? Я бы выбрал CyberFox. Как думаешь, психануть и заказать Mi 11? Я психанул, заказал Mi 11, а сейчас локти кусаю зачем? Шучу. Ну, мне это как блогеру интересно, понимаете? Но выкинуть 60 тысяч рублей, если вы морально готовы, вперед. Вот. Привет, можешь порекомендовать ТВС наушники для игр? Вот только что написали CyberFox T1. Microsoft Surface Duo, когда выйдет вторая серия? Табурет, ты реально в России в России вот это интересует тебя? Ну зачем? Зачем нам это? Мы же русские люди, даже в СНГ. Как думаешь, Poco X3 или Realme 6 Pro будут еще актуальны до лета? Они всегда будут, телефоны будут работать, они будут всегда актуальны. Так без Google сервисов на WhatsApp, ни в Сбер, никуда... О, начался заруб. Какой выбрать, заменив свой лагучий A50 Samsung? Xiaomi, Realme, пожалуйста. Samsung это... И поэтому их нет на моем канале. А Amazfit еще относится к Xiaomi. Дмитрий, в общем, я знаю их производителей, вы как знаете, они мне иногда что-то посылают. Очень интересно получается, когда я, допустим, получил BPU, точнее купил BPU, они мне пришли, и потом BPU мне выслал производитель. Как бы толка от этого минимум, но вы зато получили контент. И не контент, а вы получили розыгрыш, и я получил розыгрыш. А по поводу того, у них условия очень серьезные, по поводу обзоров, вот если типа ты у них что-то берешь, нужно не указывать Xiaomi. Хотя 40% акций Amazfit принадлежат Xiaomi. К программе ZEP, если вам интересно, у меня сейчас вопросов море. Мне не нравится, как она работает. Сань, скажи, JBL или Mixsider? Артур, вот то, что у тебя хорошо на голову сядет, когда ты придешь в магазин. Только так. Виктор много пропустил. Наверное, все, потому что мои моральные силы подходят к концу. Это я, Бульон, простите, понял. Спасибо. Так. Я еще раз вас запланю. Прошу вас, не мучите меня этим вопросом. Близкие, здорово. Можешь меня поздравить, меня увольняют. Та-да! Я, по-моему, тебе уже писал. Вот. И да, я сегодня рассказываю про телефоны. Мораль проста. Вот ничего из этого, если для игр. Смотрим обзор на Realme V3, самое дешевое для игр. И он 12-14 тысяч стоит, но без глобалки. Но и наплевать, мое мнение. Если ты покупаешь смарт для игр, вообще плевать на глобалку. Тем более там Google сервисы есть. Либо второй вариант, если ты хочешь чего-то, вот, что приятно будет юзать, это OnePlus Nord N10. Третий вариант, опять же до 20 тысяч, ждать распродажи. Это Realme 7 Pro, если ты готов, чтобы он выжигал тебе глаза. Я кайфую от AMOLED. Вот. Как бы так. Спасибо за поздравления. Автор не разбирается. Понятно, почему увольняют. Семен Семенович, я увольняюсь год, если бы вы знали, как я пытался это сделать. Так приятно, что такие хейтеры приходят. Вы прикиньте, приходят люди, себя наказывают моими стримами и потом расписывают, что я глуп.
А в чем глупо? А черт его знает, без разницы. Привет, хорошего настроения, я просто заскочил на стрим. Михаил, Дан, очень приятно тебя видеть, здорово. Зачем играть на телефоне? Это же кринж какой-то. Никогда не понимал таких людей, еще со времен школы, разве на Gravity Defied и Worms, ага. Worms, да. Дальше. Стоит ли брать Vivo TVS, если телефон Redmi 7? Я не знаю. Не знаю, мне кажется, нет. Слишком дорого. У меня есть вторая, но вполне могу одной обойтись. Окей. Сань, тебе на Honor Band 6 прилетела глобалка? Не проверял, Виктор. Вот серьезно. Ты посмотри, с чем я разбираюсь. Я вообще не сплю, чтобы осилить. Poco X3 можно купить в мае этого года или придется ждать другого смартфона? Ничего не понял. Но очень интересно. Я думаю, что что-то новее интереснее выйдет. 30 тысяч рублей. Какой телефон порекомендуешь? Тахир Арабов. Для чего? Вот всегда, еще раз, есть телеграм-канал у нас со скидками в прикрепленном описании, телеграм-канал взаимопомощи в описании к видео. И вот в этом телеграм-канале люди описывают свою проблему, девайс, что они хотят от девайса, какой бюджет. И потом другие люди, которые этими девайсами пользуются, им советуют. Так не пишут: чувак, у меня 30 кусков, что купить, что хочешь. Вот как бы welcome. Я же не продаван в магазине. В магазине бы тебе чувак какой-нибудь пичил. Вот, у нас есть Xiaomi. Все любят Xiaomi. Xiaomi хороший, погладь его, возьми в ручки. Вы же знаете, как это работает, да? Человек берет в руки, у него включается собственнический инстинкт. Это очень-очень много имеет определений в психологии, он потом покупает. Так что не зря же в гипермаркетах лежат все эти большое количество телефонов. Обзоры техники, в принципе, в X3 просто привык, Poco привык, но все же жалею, что не взял N10. Близкие, да, и проблема в том, что, говорю, это герцовка с X3, но это все лабутень. Мое мнение. Донат в описании видео есть, но там что-то страница не прогружается. У меня сегодня вот кто интересуется, там все время пишет заработки космические. 111 минут, 89 рублей доната. Жгем. Это не призыв, это к тому, что вы заметили. Все норм, взрослые люди. Если вы меня смотрите, вы мне делаете добро. Закинете — спасибо. Не закинете — все равно спасибо. Спасибо, что зашли. Скузи, что раньше не пришел, все норм. Прости за вопрос, но я правда не понимаю, чего в нем такого. Да, переборчил, но в вопросе не вижу... я вообще ничего не понимаю, Невея. Слишком много личного. Еще раз, у меня все топорно. Я старый, я древний, заряженный. В чем разбираюсь, о том вам рассказываю. Вот, Александр, плойка будет? Будет. В феврале, однозначно, телека плойка. Стоит ли брать OnePlus Nord 8128 за 30 штук или что-то еще, не Xiaomi? OnePlus Nord не N за 30 штук. Не знаю, не тестировал его, мне кажется, дороговато. Потому что если хочешь познакомиться с OnePlus, то нужно брать сначала что-то дешевле, правильно? Может, тебе оболочка не зайдет. То есть я это не встречал, то есть это не из разряда того, что ты получишь его такой: Саня говорил, это не встречал. Вполне нормально, что тебе это не зайдет. Много в жизни не заходит, к сожалению, даже в процессе. Видите, я попытался пошутить, и никто не засмеялся. Так вот, даже если в процессе что-то тебе не заходит, ничего страшного, можно остановиться, не заканчивая, и продать этот девайс, и все. Да, отличный стрим, сегодня смотрю тебя на работе. Вячеслав Николаевич, очень рад тебя видеть, тебя персонально, потому что ты... Мозг. Всегда читаю твои комменты с удовольствием. Саня, какие взять наушники до 100 баксов, проводные для рока? Тан-таран-таран. Сами гуглите их. Окей? Мои любимые. Так, не эти. Не эти, вот. На канале есть. Напишите проводные польза.нет, и вам это дело попадется. Какая камера лучшая из этого списка камерафона? X3 Zoom, но опять же не Zoom. Не Zoom, но я еще раз повторяю, что любая из этих камер, кроме M3, может вывести и сделать хорошую картинку, если вы разбираетесь. Если вы разбираетесь, если вы можете монтировать, если у вас есть терпение, все, вообще, да. Я снимал на Redmi Note 7 обзоры, друзья. На Redmi Note 7. Как бы и ничего критичного. Главное же наполнение. Что лучше, Realme 7 или Realme 7 Pro? Я не тестировал Realme 7. Poco X3 рекомендуешь? Влад, ничего из Xiaomi рекомендовать, к сожалению, я сейчас не могу. У них заруба. Заруба в США, и это плохо. Не забываем прожать лайк. Может, 5 сотен наберем, будет приятно. 2 недели не виделись.
Телевизор к плойке какой будет? Просто Sony рекомендует какой-то космос в цене. Князь Сэм, к сожалению, именно Sony я и куплю по этой космос цене, потому что смысл покупать плойку за эту цену и не купить под него телек, который под него оптимизирован. Накажи меня нежно. Ну как бы так, бред, но вот только так. Что лучше, Xiaomi Realme 7 Pro или Poco X3? Делай обзор сравнения. Я сразу скажу, я Realme 7 Pro выбираю. Вот это тоже такая тема интересная, потому что... Ну хорошо, я свою позицию, может быть, сделаю в обзоре. Я думаю, может, вам будет интересно. Ребята, когда выйдет Realme 8 Pro, я хочу купить Realme 6 Pro, стоит? Понятия не имею. Какой моник для игр до 15 тысяч посоветуешь? Я не знаю, честно. Это надо скидки ловить. Это такая промежуточная, видите, у вас цена. Если по обычный моник, какой-нибудь Xiaomi купил вот этот дешевый за 8 тысяч, там, 9 и все. Вот. Если по плавности прокрутки рабочего стола, это из этой шестеренки посоветуешь. Из этой шестерки. Realme X3 Zoom. Ее. Есть пара вариантов, смотри, понятно, ничего не понял. Привет, подойдут ли наушники Red Magic для Mi 9T? Почему нет? Вопрос про телефон до 20 тысяч для игр. Хорошая камера с хорошей стабилизацией есть. Такой нет? Нет, Сергей. Опять же, чтобы вы понимали, к сожалению, даже супер дорогие телефоны, ну, Huawei P40 Pro, согласитесь, не дешевый. 11 Pro Max у меня тоже не дешевый. OnePlus 7T Pro вот у меня тоже не дешевый. Куплю я все эти супер флагманы, и даже они подлагивают. А когда ты юзаешь вот это дело, если ты не юзал до этого что-то топовое, то да, ты думаешь, ну норм, ну да. А когда начинаешь использовать дорогие девайсы, тяжело уже воспринимать и говорить, что вот это все без лагов. Оно все неплохо работает. Poco M3 нет, это точно не для игры. Вот это дело Poco X3 NFC неплохо снимает с Google камерой. Вообще с Google камерой здесь все неплохо снимает. И в принципе, у Realme хорошая съемка ночью, фотографии. Но опять же, кому они нужны? Ну, вот, друзья, по видео, я еще раз повторяю, 4К 30 FPS это 30 зум, но дорого, 25 тысяч. По всему остальному все где-то около того. Можно с пеной у рта доказывать, здесь что-то мылит, здесь что-то натуральнее. Нет, вам будет плевать. Вам вообще, если вы умеете хоть как-то пользоваться фотошопом, будет в принципе чихать. Если вам нужны как бы снимать если будете снимать во вкладке профи, там вообще все просто у всех. Сейчас бы сравнивать смартфоны от Realme X3 Zoom, которые стоят около 40-25. 50. DXD. Еще раз, X3 Zoom я покупал за 25 тысяч рублей. Вы можете купить его за 70. Вы можете смотреть обзоры, которые рекламируют магазины, которые продают его за 120. Вы можете купить его за 160 у друга, чтобы помочь ему. Я не покупаю девайсы по каким-то космическим ценам. Мой канал для людей, которые, ну хорошо, давайте, любят экономить. Как бы не особо звучит так красиво, но будут экономить, окей? Вот, и я покупаю все на Али. И не покупаю с жара когда-нибудь. Ромарио, теперь у меня 280 рублей. Спасибо, не сарказм, самый большой мой донатер. Дальше доложил 10 к любому диапазону, получая совершенно другой уровень. Вопрос, на чем остановиться? Нет, как раз мораль в том, что я хочу сказать, что нет смысла покупать смарта по 35 тысяч. По 25, точнее, тысяч. Я считаю, что если покупать, то сразу вот эти вот флагманы. Либо вы покупаете что-то до 20-ки, вот это, либо сразу в топ. Вот, DXD, ну в этом-то и мораль, что если ты меня смотришь, быканул, я тебе ответил, и мы нашли консенсус, ты понял формат канала, и ты на нем остался, это дороже, чем 1000 подписчиков, которые просто кликнут, чтобы Mi Band выиграть. Которые вряд ли его выиграют, потому что в основном выигрывают люди, которые меня смотрят. Какой смартфон купить до 15 тысяч рублей или стоит подкопить? 15 тысяч Realme 6 Pro, Толя. Привет, как ты обходишь пошлины, когда покупаешь дороже 2,5 баксов? Топ-10. Я заплатил за Mi 11 6 тысяч,
За вот эти телефоны ничего не платил, потому что в закупке у меня скрин есть, они все в районе пятнашки. Этот я покупал на Т-моле, на Т-моле нет никакого налога, вот и все. Магия мозга. Это не сарказм, это как бы вот на практике. Магия того, что у меня появился мозг. То есть раньше я тоже задавался этим вопросом, когда не покупал столько телефонов. Привет, что будешь, что лучше по звуку? По звуку топы все на канале. Нивея для папок, не знаю, что это такое. С чего, на твой взгляд, начинается разумный топ? С ракет. То есть 40 с копейками. Honor 30 Pro, я не тестировал его, но я уверен, что это норма, это примерно та цена, которую я видел на Т-моле на сейле. Добрый вечер. Есть смысл покупать Redmi Note 9s за $260? Однозначно нет. Жди месяц, к сожалению, ну может 2 недели до новой распродажи, либо есть распродажи на Али не каждый месяц, которые они проводят, тоже неплохие, но и локальные распродажи, есть горячие товары. Хочешь купить дешево, нужно напрячься. И чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Как там в «Стальном алхимике». Так вот, чтобы что-то получить в плане низкой цены, нужно отдать свое время и чуть-чуть мозга. Вот. Ну, в плане под это дело, думать об этом, помнить. Условия по поводу Mi Band 5, чтобы выиграть. 5 Mi Band в 5 серии ежемесячно я разыгрываю. В описании к видео есть условия дублированные. Вы ставите лайк, оставляете коммент и подписывайтесь на канал с колоколом. И все. Под любым роликом, ну в этом месяце. Когда 11 придет, понятия не имею, на таможне уже неделю. Правда, интересненько, чем вас зацепил скролл именно в iPhone. Nivea, такая милота. Представляете, сколько людей мне приходится банить. Дальше... подождите, вы, может быть... Я удалю из этого дела. Какой телефон Vivo или OnePlus взять до 20 тысяч? Я не хочу сегодня никакие айфоны обозревать. Саня, Ичи, в Genshin ты играешь. Ичи, вот моя жизнь начнется 1 февраля. Я тебе не шучу. Ну, вот 19 лет моя жизнь была на фризе каком-то. Параллельно я много чем занимался. То, чем я занимался, позволило мне покупать девайсы, о которых я вам рассказываю. Я говорю, ну, есть понятие зависти, еще чего-то, ну, какой-то штуки такой. Я никогда никому ее не испытывал. Я живу, говорю, довольно скромно. Машины у меня нет. Но у меня есть возможность покупать вот эти железяки. Я этому безумно рад. Тем более, как бы можно продать, сделать обзор и не говорить: промокод «Польза.нет» вбивайте туда-то в строку. И потом молодежь такая: понятно. Нет, Али, пожалуйста, не хотите, не Али, не алло. Какие часы нормальные? Топ-10 часов на канале будет еще новый. Листани вверх, пожалуйста. Нет, не буду, не успеваю я листать. В Genshin я сам не играю, только для стрима, для обзора. Ну, играю, когда протестить. У меня вот мой основной аккаунт Genshin прокачан. Дмитрий Ганюшин, Гриб, огромное спасибо. Что-то меня уже закидали. Уже 300 рублей донатов, друзья. Спасибо. 380. Жгем. Сегодня на бургер у меня есть. В автосалон с мешком наушников. Вот мой первоначальный взнос. Легко. Виктор, не-не-не, автосалоны не для меня. Я пешеход. Привет, Саня, OnePlus Band будешь брать? Не знаешь, будет ли NFC? Я думаю, NFC может и будет, но платить им будет нельзя. Когда ждать обзор? Это знаете, как один, может быть, крупный блогер мне писал, я с ним переписываюсь, и он уже выгрузил на Mobvai часы обзор. Он такой: что за днище? Ну, вы понимаете, о чем я, да? Mobvai. Кто догадался, пишем. Как тебе Vibro в Realme? Арисов, вот магия в чем? Есть Realme, в моем понимании, есть Vibro дорогой. Вот, пожалуйста, Huawei P40 Pro. И жалкое подобие левой руки. И оно чуть-чуть все отличается. И где-то лучше, где-то хуже. Свое мнение говорю в обзоре. Сказать, что что-то ужасное, прям ужасное, ну вот, не особо прям фонтанно. А все остальное около где-то. Понимаешь? Сумму-то тестить будешь? К ней, скорее всего, но значительно позже. Дайте мне всунуть лицо в экран, вы со мной познакомитесь в феврале, и мы с вами решим, куда дальше двигаться, окей?
Ну, не знаю, не знаю. Ты на одном из стримов задумывался о вероятности приобретения авто. Виктор, ну у меня есть мечта. Если бы ты меня давно смотрел, ты бы знал, что я очень... Ну, мечта тупая. Я когда-то хотел мотоцикл Ducati, я на него накопил, купил квартиру, честно. Вот. А теперь я хочу купить машинку одну, очень дорогую. И я, может быть, когда-то ее смогу купить. Потому что мозг есть. И это просто мечта. И пусть она и будет. Я надеюсь, что не накоплю, честно. Но на мотоцикл на том уровне, когда я получал очень мало, я смог. Это была мотивация. Какой из телефонов на столе лучше цена, характеристики? 7 Pro. 7 Pro за 19 тысяч я беру. Я беру, если еще на распродаже еще лютее можно попасть. Но это AMOLED. Прощай глазки. То есть он очень яркий, этим он меня цепанул. Он самый минимальный по габаритам. Вообще, я вот сейчас его облизываю. Ну, плевать, если кто-то считает, что мне Realme занесли, я вам копипасты чеков скину. Если вы думаете, я не пишу производителю, я писал производителю Realme. Зашлите мне телефон, я его пообозреваю. 0 эмоций, 0. Xiaomi 0. Никому я не интересен с моим форматом. Посмотрите мои обзоры на наушники. Вот вы бы были в здравом уме. Вы бы мне как представитель дали бы телефон на обзор. Я бы себе не дал, вот честно. Я, в принципе, их понимаю. Как все блогеры, Rolls-Royce. Не-не-не-не-не-не, ОРГ. Я хочу Мазерати. Скромную такую Мазерати. Модельку даже присмотрел. Но это когда-нибудь перед смертью, 80. Мелким обоим купил в августе Redmi 8. В феврале у одного день рождения. Достал, что ему взять. 1922. Если мелкому, не бери Realme 7 Pro, возьми, наверное, Realme 6 Pro. Его тем более все облизывают. Понимаете, в чем плюс еще? Минус Realme 7 Pro и плюс Realme 6 Pro. За это дело вообще нормально вагон завезли телефонов и бабок, и все их облизали. И когда вы будете продавать Realme 6 Pro, все будут кликать и такие: о, как круто. А когда вышел Realme 7 Pro, они подумали: блин, ну мы уже заплатили. Ну сейчас-то народ понял, что мы хорошие, и мы привезем просто блогерам такие и покажем. А блогеры такие: а бабло где? А где бабло? Не, это хлам по сравнению с этим. Здесь же 60 Гц, супер AMOLED. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, и поэтому вам будет сложно его продать. Так что... я так, для вида, но компромисс, скорее всего, я не куплю ее. Это вот как бы фетиш. Монитор, спасибо, но я хочу от него услышать. Что услышать? Не, модель наушников, снятых с производства, то, чего не дать для обзора. Сорян, юмор. Модель наушников, ничего не понял, окей. Споки ночи, 2:30 ночи в Сибири. Ник Либра, спасибо большое, что зашел. Уважуха. Прям рад тебя видеть. Дальше снова я. Motion маньяк. Это не проблема тебя банить. Я говорю, я иногда за стрим баню человек, ну не знаю, 40. Вот. Я рад всем, друзья. Но если я не хочу на что-то отвечать, нет у меня настроения. Ну давайте друг друга уважать. Я купил эти мобилы. Я знал, что эти мобилы вычеркнут с моего канала 1002 подписчиков. Так и произошло. Я продам их за свою стоимость. Да, я получил контент бесплатно, но я ждал по 1,5-2 месяца. Я их тестировал. Я потратил свое время. И вам интересно мое мнение. Оно всегда хейтерское. Потому что вот моя позиция такая. Наверное, когда я буду совсем взрослый и лояльный, я буду по-другому рассказывать. Но пока так. Поэтому что? Поэтому я даже не помню, к чему я шел. Вот что значит спать по 4 часа и отморозить себе бошку при минус 34. А что бан можно получить помимо мата? Бесконечный космос, если вы задаете один и тот же вопрос 300 раз с разных аккаунтов. У меня нет никогда бесполезной штуки. Я прошу людей, остановитесь. Я читаю комментарии, видите, я стараюсь ответить. Не забываем прожать лайк за труды. Вас все равно больше сотни человек. Много людей пишет. Я рад, что вас интересует мое мнение. И вот. Дальше. Сань, ты сказал, что никто бы не дал в здравом уме на тест. Я говорю, что снятые из производства наушники можно тебе заслать. Юмор. Виктор, маленькие бренды мне засылают вообще тоннами. Говорю, мне люди пишут с огромных каналов и пишут, как ты там у этого чувака выбил 5 наушников пар. А я говорю, я пишу, он мне пишет, тебе нужны наушники? Я пишу, да.
Он пишет, расскажешь? Я пишу, нет, я купил 40 штук разных, у меня они лежат. Если 5 пар отправишь, и я разыграю среди подписчиков, окей. И, в общем, посылают. Вот и все. Покажи, где радио в Realme Pro. Максим Pro не сейчас. Вот сейчас уже все. Вы видите, сколько прошло? 2 часа. Здравствуй, будет ли топ беспроводных колонок? Да, но не скоро. Пиксель рев вообще плохо. Всегда. Всегда плохо рев. В компьютерном железе не разбираетесь, есть желание в этой теме делать ролики. Димодзи, у меня был очень смешной ролик для спонсоров моего канала. Их 10. Огромное вам спасибо. Да, у меня 200 тысяч подписчиков и всего 10 спонсоров. Я не скрываю этого дела. И для них будет отдельные стримы, обязательно, когда я уволюсь. Друзья, ну потому что это дичь, что я вам устраиваю такое же представление. А к чему это все? К тому, что они мне помогали собирать мой комп. И с этого момента, да, более-менее разбираюсь. Но когда следующий буду компьютер собирать, то обязательно расскажу. Собираешь ли делать топ затычек? Да, я собираюсь сделать на следующей неделе топ готов. Беспроводных наушников дороже 100 баксов, все они затычки. По-моему, может один нет. Redmi Note 9 Pro или Realme 6 Pro, цена близко. Я уверен, Гриб, что ты смотрел сравнение, спасибо большое за подгон. Я тебе скажу так. Вот ты держишь это дело, ощущение махина, но материалы норм. Держишь это дело, ощущение не махина. Видишь разницу в размере? Очень близкие показатели вообще по всем штукам. Я бы взял Realme. Еще потому, что существует вероятность, что у Xiaomi, а это Redmi, будут проблемы с гуглами. И как все пишут, это бред, ничего не будет, бла-бла-бла. Вот я про Huawei то же самое слышал. Все умные, вообще, все просто, все влажат. Xiaomi договорится, плевать и растереть вообще. Они уже оправдались в суде. Ну, посмотрите на то, как происходит что-то в США. У нас в Крыму вообще беда с Али, поэтому покупаем в магазине. Google сервисы тоже не все работают. Рита, ну, я пересылал человеку телефон, и на Авито чертова туча вещей продается. И с Авито посылают, вот вам лайфхак. Самый мощный смартфон до 20 тысяч рублей. Там вообще такого понятия нет. Я говорю, все около того. Вы же видите тесты. Вот самое обидное, знаете, вы такие, вот кто-то из них там сделал супер телефон. Нет, нет, оно все около того. Ты получаешь одно, теряя другое. Все это, вот все рядом. Получаешь супер яркий AMOLED, теряешь плавность IPS и безопасность. То есть шим есть, DC-диминг есть, но шим-то все равно есть. Все равно чувствуется. Там, не знаю, хочешь большой аккумулятор, получаешь вес какой-то космический. Хочешь огромный размер экрана, получаешь лопату. Нет, к сожалению, возможности получить телефон бесплатно и суперский. И вот прям, чтобы все в нем было. Есть что-то, что вам может нравиться, и когда вы оцениваете риски. То есть вам с этим делом ходить не один день, правильно? Артем Арсеньев. Я не передаю новости, я говорю, прочитай. Это не к тому, что мне лень сказать. Короче, в США обвиняют их в поставках технологий для оружия, как я понял. Вот. Всем важно, какая автономность камера, плевать на процессор. Зубера, ну по автономности есть мало того, что супер много тестов, во-первых. Во-вторых, я по автономности всегда говорю, что лучше всего. И 3 по автономности решает, я считаю, 7 Pro. Почему? Потому что зарядка 36-39 минут, у всех по-разному. У меня почему-то 39. До 100%, ну и в общем норм. Там плюс-минус час уже не имеет значения, согласен? У Redmi Note 8 Pro, 9 Pro ужасная автономность. Очень маленькая. AMOLED легче, тоньше, дороже IPS. По AMOLED можно поставить сканер, под IPS нет. Да. Топ смартфонов 200-250 баксов на каждый день. Рабочая лошадка, хорошая камера за свои деньги. Я же говорю, 200-250 баксов, Realme 6 Pro, 7 Pro. Если вы фанат Xiaomi, хорошо, X3, NFC. Но я говорю, я еще раз повторяю, не советую сейчас связываться с Xiaomi. AMOLED намного лучше IPS, есть только толк переплаты. Арисов половина, да не половина, практически все мои самые разбирающиеся в телефонах и девайсах люди
съедят, ну, как бы съедят меня, наверное, потом, если они посмотрят этот стрим, потому что мне нравится AMOLED, но по факту IPS лучше, то есть он безопаснее для глаз в первую очередь. Nexa за 100 баксов, что думаешь об этом? Думаю, скинь мне ссылку, это топ. Mi Max 3 еще годен для полноценной работы с 7-дюймовым экраном. Не знаю, я его не тестировал. Чекни Донат, Росомаха, огромное спасибо. Сейчас 5 секунд, я посмотрю. Бум-бум-бум-бум-бум. А я даже не знаю, где он у меня, прикиньте. Магия. Саня не знает, где у него Донат. Скидки, кэшбэк, канал, Донат. О, нашел. 5 секунд. Donation. Сделал уважение к чужому времени, да? Простите, что так получается, я долго открываю, но, говорю, по слотам, по сим-картам вы увидели, по ценам примерно прикинули. Лежит здесь все, на что я делал обзоры, на 9 Pro будет тоже. 12 рублей от это я, ищу самый мощный смарт до 20 тысяч, минимум 90 Гц. Бери Poco X3 и все, и я тебе ничего не говорил. Poco X3 664 норм, да, но я его в принципе не советую. Нативный Pixel 3 Ref не взять, не советую, не брать рефа, ничего, не надо. Все, в принципе. Спасибо за донаты. Где стрим? Я его закрыл. Интересно, он еще идет. Вопрос дня, да? Ага, все повисло. Нет, все еще идет. Дальше, Сане, посоветуй, пожалуйста, часы Smart до 50 баксов. Любые от Amazfit, выбирайте на вкус и цвет. Дальше, добрый вечер. Какой недорогой увлажнитель воздуха вам отправился? То, к сожалению, мне понравились только вот те, которые открытого типа, они все дорогие, от 6000. На какую модель Ducati копил? Divide, я не помню уже, честно. Это было 12 лет назад, получается, накопил. Вот. 500 лайков. Там было... Все мы много получали на тот момент. Там был $1. Можешь посмотреть сколько. Дальше что скажешь по наушникам Ugreen? Ugreen норм. У меня был обзор на них. Не супер прям крутой. Сложный стрим. Серчик не нравится? Признавайся. Спокойной ночи, Саня, спасибо за стрим. 3 часа ночи. Конечно, спокойной ночи. Спасибо, что зашел. Huawei P40 Pro стоит ли сейчас брать? Какая-нибудь инфа по 40? По Huawei по 50 Pro инфы у меня нет. Про 40 Pro, если ты готов накатывать Google сервисы, да. Да. Ну, я от него прусь. Просто вот. Тяжелый, крутой, дорогой. Гриб, ты меня просто закидал деньгами сегодня. Мелкому отдать свой Mi 9, 20 штук, что отложил на подарок, добавить 25 и купить Mi 11T Pro себе. Гриб, если у тебя есть идея такая, то я тебя поддерживаю. Знаешь почему? Потому что если у тебя мелкий, то у тебя есть дети. Если у тебя есть дети, то ты уже не ребенок. Если ты не ребенок, потребностей у тебя меньше и меньше будет с каждым годом. Я сужу по себе. И вот эта вот маленькая игрушка, которую ты себе хочешь купить, но она тебя сделает счастливым. Через 10 лет тебя телефон уже никакой не сделает счастливым. Тебя будет все меньше, как любого другого человека. Поэтому, если что-то тебе по карману, и это сделает тебя счастливым, конечно, покупай. Вот. Саня, посоветуй наушники на Xiaomi Mi 9T Pro. Есть у меня стрим по поводу того, каким телефоном какие наушники подходят. Посмотри, пожалуйста. Там в описании вообще просто бешеный перечень всего и вся. Очень странно, у меня стал садиться в 1,5 раза быстрее. Не успел. Подскажи что-либо брать. Redmi Note 7 не для игр. Наверное, но он очень уже фризит на последних прошивках. Я бы не брал, наверное. Все-таки это уже перебор. Anker Soundcore Liberty R2 или Vivo TVS Neo. Зубера, ты сравниваешь несравнимое. Даже отвечать не буду. Вкладыши затычки. Вещи вообще не то. Купил по твоему совету Amazfit Pace, кайфую, но приложение глючит атас. Дэвид, я сочувствую тебе, я реально тоже с этим сейчас столкнулся, но я не знаю, зачем они это сделали. Вообще очень жестко все с зэпом, вообще. То ли они там запили, то есть не знаю, что случилось с ними. Привет, Саня, для пабок что взять? Либо Poco X3, либо вообще что угодно. Я не знаю, ну не M3.
Не М3. Realme V3. Realme V3 в описании от 12 до 14 тысяч я покупал на распродаже за 12 копейками. И эта вещь вообще очень советую. Дальше взял посоветую Samsung M51 или Poco X3. Точно не Samsung. Что угодно, но не Samsung. Пойдет вам такой ответ? Что думаешь про попытку Huawei выпустить свою операционку? Я думаю, что реально можно будет оценивать это дело как минимум через полгода. Вот. И могут ли они? Однозначно да. Насколько это будет хорошо, мы увидим. То есть Huawei это махина. То есть это такая корпорация, в которой сидят мозги. Это не Xiaomi, которая копипастит. Я Xiaomi очень люблю. Но Xiaomi это грамотный. Взял, нашел, вставил, победил, продал. Вот. А эти чуваки придумывают что-то новое. И за что им огромное уважение. Они молодцы. И, возможно, они могут нормальную операционку запилить. Вполне возможно. Китай 2 миллиарда человек. Это там по-любому мозгов много. А Дейлор у меня Ростест, последний, понятно. Feel SS или Vivo TVS Neo? TVS. Vivo TVS однозначно. Mi 10, Mi 9 628 за 20к плюс. Не знаю. Не знаю. Честно. Потому что сам давно очень юзал Mi 9. Я говорю, когда я почувствую, что вам интересна информация про телефоны, я буду себе их оставлять. Так, операционка от Huawei это не надстройка над андроидом разве? Типа да, Дмитрий, типа. Я говорю, я в этом даже не разбирался. Мне, честно, это абсолютно неинтересно, потому что любой продукт в подобном роде, глобальный, он является сырым, к сожалению. И хотя я говорю, что я в них верю, это не значит, что я советую бежать, просто опустив голову с низкого старта и покупать. У Huawei сейчас очень лояльные цены на девайсы. Это просто мечта покупать их на Али. Говорю, я когда покупал свой с Huawei P40 Pro за 52 тысячи рублей, моей радости не было предела. Саня, а зрителям всем доброго, 7 Pro или OnePlus Nord? Нет. Ну, еще раз повторяю, 7 Pro, если тебе не жалко глазки, и ты такой, хочу яркий экран, и хочу малые габариты, и хочу вот прям ощутить что-то другое. А Nord это если ты не юзал оболочку от OnePlus, и ты такой хочет, а я потом буду покупать Nord по 800 баксов. Это не сарказм. Люди покупают, я их понимаю. Когда будет, я даже больше скажу, я, по-моему, его заказывал. 8T какой-то, короче, мне отменили заказ, потому что их не было. Так же, как Mi 9, Mi 10T Lite. А стоит ли брать iPhone 12 mini? Не знаю. У них очень низкие продажи, и перепродать его будет почти нереально, если вам зайдет. А так, не знаю. По твоей подаче взял Bullet Z как первый уши бомба. Что взять рангом повыше? О, аппетит приходит Дэвид во время еды. Рангом повыше это Huawei-вские прошки и Bullets 2 обычные. Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, проводные наушники этой шнурки для игр и прослушивания музыки до 10 баксов. Андрей, я не буду такое советовать. КЗшки это если проводные. Poco M3 нормальный аппарат. 6 иксов только если ты покупаешь его как звонилку. И так чуть-чуть поюзать, точно не играть. И где-то в районе 9000. Индусы написали кривую прошивку на многие MSFIT, Bip Lite в том числе. Да, но это их не оправдывает. Mi 11T Pro вроде только что Mi 10T вышел. Да, и только что 11 я купил. Уже потом вышел Pro, по-моему. Что только не выходит. Пропустил стрим, может быть вопрос о санкциях Xiaomi, как думаешь? Уже повторяю, да, я думаю, все будет плохо, я думаю, это продуманная акция для того, чтобы порезать их процент продаж на рынке. Дэвид, обзора на Huawei Pro нет. Привет, что скажешь про Moto 9G+, если как телефон, Николай, я даже тестировать мне его не интересно, если зашлют только. И все, и то не говорю, телефоны как-то вообще, ну, я не человек, который, говорю, вот сравните, не то, что я такой крутой, я просто смотрю обзоры, мне интересно, как люди делают этих телефонов, ну, слюна течет, и вот каждый раз хочется побежать и такой, и купить, никто не говорит там, чуваки, ну вот я все время говорю, Nord 10, берите, покупайте, теперь еще говорю Realme 7 Pro, потому что AMOLED, говорю Poco M3, ну, а я его захейтил только если...
за 9 тысяч. Но народ не слышит, что я говорю, покупайте за 9 тысяч. Народ слышит, что я захейтил, потому что я не знаю, кто-то, наверное, умудрился и купил его за 14 в магазине. Ну, как бы от безысходности не стоит его покупать. Арс, для игр Realme V3, еще раз, самый дешевый телефон для игр. Возможно ли ситуация, что Америка может ввести санкции на остальные китайские компании, доберутся до Samsung, останется только яблоко? Не верю, не верю. Ну, как бы, возможно все. Стоит ли переходить на iPhone после долгой пользования андроида? Почему нет, Цубера? Если ты собираешься их ноутбук покупать, стационары, уже переходить потихонечку на них. Ладно, друзья, спасибо, что пришли. Нас было мало, но мы в тельняшках. Не забываем прожать лайк за труды, писать в комментариях, на что еще сделать обзор. Все обзоры на эти телефоны на канале, ссылки на сами обзоры прикреплен в комментариях. За сколько я их покупал, есть на стриме 266 тысяч 11.11, большинство из них. Так я пишу обязательно в телеграм-канале в прикрепленном комментарии, когда что-то покупаю, за сколько я купил. Вот. И я совершаю ошибки, я уверен. И в характеристиках аппаратов, и в каком-то подходе, и все будет меняться. Но подход из разряда наушников, взять все и сказать, что реально хорошо, а что перехвалили. Вот Realme весь перехвален на старте продаж, ни в коем случае нельзя брать. Xiaomi весь в принципе перехвален, потому что будешь ругать и все. Дальше спасибо за обзор, пожалуйста. Спасибо за стримы, ответы, пожалуйста. Геннадий счастливо, Дэвид счастливо, Дима счастливо, Норд или Realme 7 Pro. Для меня Realme 7 Pro, ладно. Алексей Анкер, Liberty не успел. Сил тебе, добра, спасибо, хорошего продолжения вечера. Бедлам, мое продолжение будет просто упасть на кровать и заснуть. Я надеюсь, сегодня будет спать больше 4 часов. Берите iPhone, у него нет и не будет проблем ни с чем, да, никогда, и будете чувствовать, что у вас очень много денег. Что будет лучше, Buds Air или Oppo W11? Покемоны топ-10 на канале. Стримы хорошие, спасибо. Да, извините, если где-то перегнул. Дурость недосыпа это делать, но 2 недели стримов не было, и вот, к сожалению, только в таком состоянии я пока могу находиться вечером в воскресенье. Ичи счастливо, Model Paddy счастливо, Дмитрий счастливо, Вадим счастливо, купил детям Poco X3, ну, купил, уже купил, чё, купил. Неплохой телефон, не называю их плохими, они неплохие, они просто со своими плюсами и минусами, и я не знаю, мне кажется, на экране даже видно, кто здесь лучше выглядит. А как выглядели девайсы давным-давно за меньшие деньги, да? Небо и земля. Что они с нами делают? Подлецы, подлецы. Плюй на все, здоровье, сон важнее. Девид, это и есть мое психологическое здоровье. Если я не буду этим заниматься, мне будет грустно и печально, и все будет хуже. Диана счастлива, Сергей счастлива. Китайскую звуковую карту почему нет? Креатив и Asus. Потому что так захотел Сергей. Ну, как бы так вот просто захотел. Я говорю, я очень долго вешу на Али и выбираю себе что-то. А какую я звуковую карту купил? Вы имеете в виду внешний мой комбайн? Не особо это звуковуха. Это не полноценная звуковуха. Я видел, как Саня выглядит. Ну, как бы тяжело меня не увидеть в инсте-то. В инсте и в Фейсбуке. Все, с чем счастливо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрите. Пишите, что еще купить на обзор. От вашей реакции зависит, будет ли у нас стрим в воскресенье. Вот. Надеюсь, вам это дело формат подходит. Извините тех, кого обидел. Но эти дети, я думаю, давно ушли. Такой я иногда отвратный человек. Так что скузи. ZMI Pure Pods Pro или OnePlus Balance 2 Wireless, конечно, 2. Шнурок рулит, у него звук совсем крутой. Модул счастливый, Давид, все. Good luck. Спасибо, что пришли. Закрываемся и идем спать.